Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером среды мы шумим. Страстная среда, страстная неделя в разгаре, экватор. Перевалили и столько страстей. Обсудим сегодня вместе с вами. Как всегда, это «Шум», проект, где мы обсуждаем, комментируем, высказываемся и слышим друг друга, потому что нас слышно отовсюду. Это «Шум». Начинаем с игры в города. Все как всегда. Спасибо большое за поддержку. QR-код, который видите на экране, возможность написать чего-то на экране, если работает сервис. Так, свои вопросы, темы, предложения, мнения оставляйте в сообществе YouTube, клубе, закрытом клубе зрителей «Шелест». Ну и, конечно, с чатом будем общаться обязательно. Ну а прямо сейчас давайте поиграем в города. Кто откуда, где слышно шум, друзья. Присоединяйтесь. Вот тут пишут: привет из Праги седому Шелесту. Ой, как хорошо, спасибо большое. Да уж, тут не посидеешь, куда ж ты от них денешься. Спасибо большое, что в Бийске, Алтайский край смотрите, Рига смотрит тоже. Значит, РНД шумит. Что такое РНД? Ростов-на-Дону, видимо. Мне тут обучали периодически товарищи из России, говорит, смотри, там ВВ, там ВН, там Великий Новгород, как-то так вот, какие-то сокращения причудливые. Химки на связи. Махмутлар, привет. Сегодня Иуда Искариот предал Христа в начале нашей эры. Да-да-да, предательство налицо. Шумим в Тбилиси, привет из Днепра. Мюнстер, спасибо большое. Мариуполь, большой привет. Заполярье шумит, у нас минус 20, представляете? Да, заморозки в Украине тоже передают, между прочим. Севастополь, Гвадалахара бдит. Саша, Харьков приветствует, спасибо. Виктория, спасибо за спасибо. Великие залупки. Ай, Владимир Шутник любит Жмеренко. Брест, Мордовия шумит, Рига, Краска. Так, Одесса с вами, Александр, Брянск, Белые берега, отлично. Значит, на связи из Урала. Приветствую из Милана, доброй ночи, всем доброй ночи. Хмельницкий, Украина, здравствуйте, Александр, здравствуйте. Привет из Минска, привет и в Минск тоже. Гродно, привет большой, Хмельницкий, Уран, Кировоград, Сочи, Кишинев с вами, Волжский, всем привет из Новочеркасска. Мелитополю передай привет. Конечно, привет, Мелитополь. Марганец шумит, Винница, шум громче, да-да-да, Италия, Милан, привет из Николаева, Германия, Йорк с вами, Шымкент, Казахстан, спасибо большое, что Париже тоже шумите, Запорожье, Чернигов, немцы, много из Германии, Великий Новгород не пропускает шум. Привет, Саша из Красного Луча. Опача, мы из Красного Луча. У нас на связи. Ванавара. Привет из Ванавары. Ух ты, Ванавара, привет. Здорово. Лосино-Петровский, Воронеж, Ровно, Житомир. Прекрасно, друзья. Давайте проголосуем в нашем сегодняшнем опросе, а потом в конце подведем итоги, потому что шум, конечно, такой шумный. Значит, для кого нынешняя ситуация с недоперемирием опаснее? Вот кто сейчас в большей опасности? Иран, Израиль, США, страны залива. Вот такие 4 варианта ответа, поэтому милости просим, проголосуйте, пожалуйста. Ситуация с вчерашним объявленным в последний момент перед решающим ударом перемирия, конечно, всколыхнула многих. Все говорят, что они, конечно, победили, но тем не менее. В общем, проголосуйте. Интересно, что думаете вы? Сургут на связи, привет. Значит, Байден заявил, что у Трампа деменция. Ну, ему-то не знать. Нижний Новгород, привет из Братиславы. Привет, Братиславу тоже. Куба смотрит. Дера, вот как, Тверская область шумит, прекрасно, шумеры шумят. Так, Саша, кто не поставил лайк, тех не зачитывать. Не вижу, откуда ставят лайк, поэтому зачитываем всех и шумим везде. Город Изерлон, Германия шумит, прекрасно. Привет из Варны, привет. Вородера, ёпт. Да, не голосовала, а просто никудышнее. Ну, раз вы такая ценительница, кто там, Ирина, да, Ирина, ну не голосуйте. Мы вам всем шумом разрешаем не голосовать в вопросе. Швейцария не пропускаем. Белгород, прекрасно. Отгружаем лайки, друзья. Да, спасибо большое. Давайте начинать. Вообще, конечно, все победили. Трамп вышел и сказал, мы победили. Мы всех уничтожили. Отмененный брифинг Хексета с главой, ну, в общем, главой штабов, в общем, главнокомандующим, да, если так попроще, по-нашему, просто был неимоверно потужен, который
отменили, а потом все-таки сегодня они вышли, сказали, всех разбомбили, всех убили, уничтожили 100 500 миллионов иранских сил и средств, флота вообще нет, вообще ничего нет у этого Ирана, представляете, ничего. Трамп, конечно, вышел, сказал, мы всех победили, они ползали на коленях, они умоляли, они просто повержены. Ну и как бы это выяснилось через Пакистан, который до конца не уверен был в том, что произойдет. Ночью вчера писал их министр иностранных дел, Аллах прости. И правда, до конца не было понятно, отменит, не отменит Трамп этот удар, отменил, и все сразу начали называть себя победителями. Иран, понятно, он сказал, да, там посольства разные в разных странах, прикольные картинки, мемчики рисовали, что преклонил колено перед цивилизацией Дональд Федорович, а другие, конечно же, ерничали, что, мол, что там этот Иран, все, наконец-то заживем, но больше вот Америка победила, Израиль победил, Иран победил, все победили, но больше, конечно, смешно выглядел утренний такой пост советника президента Эмиратов. Эмираты держали победу в войне, которую они искренне стремились избежать. Страна также защитила суверенитет и достоинство. Вы представляете, достоинство Эмираты защитили. Правда, там как бы ненадолго, правда, там как бы все это вернулось, потому что перемирие было сорвано де-факто. Ну вот давайте, если фактически его сорвали. А почему победил, собственно, Трамп? Да потому что у него все вообще великолепно, Рейтерс. Я почему-то даже не удивился этой новости. Вот не удивился. Некие инвесторы сделали ставку в размере около 950 миллионов долларов на нападение цен на нефть всего за несколько часов до того, как США и Иран договорились. Это может указывать на использование инсайдерской информации для заработка, представляете? Ох, какое диво дивное и чудо чудное. Сообщается, что вчера инвесторы продали в общей сложности больше 80,5 тысяч лотов фьючерсов на нефть Брента в 19,45 по гривничу. Это там 21:45 по Киеву и Москве. А потом, спустя 2 часа, Трамп отказался от угроз уничтожения этой цивилизации и объявил о том, что 2 недели прекращения огня с Ираном, это привело к падению фьючерсов на нефть примерно на 15%, до уровня ниже $100 за баррель сегодня утром. Ну и, собственно, так цена и болтается, особенно, собственно, не вырывается вперед. Опять Трамп заработал, опять у него все в порядке, опять он молодец. Ну и погнали. И погнали. В момент перемирия обязательно нужно заявить, что мы ударим снова в любой момент. Это сделал Хексет, это сделал сам Трамп. Более того, если вдруг вы будете поставлять оружие Ирану, 50% пошлин вам. И все так, наверное, испугались этих пошлин и тарифов. Но важно же заявить, важно же сказать, что если вы помогаете военным путем Ирану, то вот так, дальше. Вообще какие-то непонятные сообщения. ABC News говорит, что, слушайте, да, Трамп хочет вместе с Ираном контролировать и зарабатывать на Ормузском проливе. Бог знает где. Это Америка, но он хочет получать свою копеечку. Исключительно бизнес-прессинг, исключительно бизнес, там, скажем так, вот такая стратегия сделки жесткой, такой с накатом. Ну, в 90-х все, кто помнит, они, наверное, помнят, многие из вас, кто шумит, да, вот там наезд прям чуть ли, я не знаю, чуть ли вот паяльник уже в розетку включили, уже поднесли утюг к груди, и вот тогда договорились, понимаете, вот так это все выглядит. Но параллельным курсом очень интересно, что сегодня уже ближе к вечеру сообщили о том, что, несмотря на 2-недельное прекращение огня, на Ближнем Востоке наблюдаются значительные перемещения американских войск в направлении как раз-таки этого же Ближнего Востока. Представляете? Самолеты С-17, постоянный воздушный мост поддерживают, по которым на Ближний Восток перебрасываются дополнительные силы и средства, дополнительные к тем, что уже сейчас есть, и уже как бы подготовились нанести вот этот смертоносный и большой удар по Ирану. Более того, есть источники, они утверждают прям
мамой клянутся и крест на пузе рисуют, несмотря на Страстную неделю, что вот эти вчерашние показушные пролеты Б-52, там правда что-то было? Что-то смертоносное и очень опасное? Нет. Есть люди, которые это опровергают, крутят у виска, говорят, это все ерунда, но некоторые говорят, что прям правда в шаге от применения какого-то ядерного оружия. Даже если видели сегодняшний прямой эфир с Яковом Кедми, понятно, у него специфическая позиция произраильская, это все ясно, но я всех призываю слушать разные стороны. Он сказал, нет, это все дураки, которые говорят, что ядеркой будут бить, но в то же время говорит, нет, ну, конечно, чтобы разбить скалы, вот эти бункеры, шахты на углубление, конечно, они там могут пригодиться, есть специальные такие бомбы, которые проникают вглубь и там разрываются и, в общем-то, уничтожают какие-то цели. Оп! То есть, получается, не такие дураки, те, кто это, ну, крестятся и мамой клянутся, что, в принципе, Трамп был реально готов на все. А что с фьючерсами делать? Видимо, готов на все, но не сейчас, потому что если вот что-то произойдет, и условно этих иранцев, которые защищали живыми цепями свои электростанции, лишить всего и погрузить в каменный век, то я разделяю точку зрения, что это будет 90, 80 миллионов маджахедов. Они все будут мстить. Им не нужно ТЦК, чтобы призваться в армию. Солдаты найдутся, автоматы найдутся. Ну и обучение тоже найдется. В общем, это действительно будет серьезный поджог Ближнего Востока. Даже сегодняшнее не состоявшееся до конца перемирие с взаимными обстрелами это тоже подчеркивает. Иран не собирается сдаваться. Плюс найден определенный канал. Это Пакистан, через которого ведутся переговоры. Буквально вот несколько десятков минут назад, вот буквально новости ближайшего часа, Левит выходит и от имени Белого дома комментирует ситуацию. Нас больше всего интересует результат. И это иранцы отступили, а не президент Трамп. Он заявил, что к сроку, к 8 часам вечера, их ждут серьезные последствия, если они не согласятся открыть Ормузский пролив. И что они сделали прошлой ночью? Они согласились открыть Ормузский пролив. Поняли? Что? Последствия. И они открыли Ормузский пролив. Правда, как-то открыли не до конца. Открыли, немножко походили. А потом закрыли, потому что сорвали перемирие, потому что Хезболлу атакует Израиль, потому что срывает Израиль, получается, это перемирие. И даже произраильские разные эксперты в моем эфире говорят, елки-палки, так это же глупость, это же удар такой последний взгляд на Севастополь, как выражаются некоторые, в оконцовке так жахнуть, это как на Западном фронте без перемен, вот тут время, поехали, а есть перемирие, нет перемирия, ну и в общем это все последовало к тому, что этот пролив закрывают, но Левит, она делает покер-фейс и говорит о том, что будут переговоры, все нормально, 2 недели, все будет хорошо. Каролина, будут ли США участвовать в переговорах с Ираном в Исламабаде в пятницу? Могу сообщить, президент направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом, специальным посланником и мистером Кушнером в Исламабад для переговоров в эти выходные. Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. Мы рассчитываем на эти очные встречи. Конечно, рассчитывают, потому что нужно как-то немножко приводить всех в чувство, но Иран не рассчитывает уже на эти переговоры, потому что их на прошлых переговорах обманули. В Женеве все ведь так было хорошо, да? Потом на Ближнем Востоке точно так же, в Омане все было так прекрасно, что даже можно было открыто ходить, встречаться и, в общем, подставиться под израильско-американские ракеты иранскому высшему руководству вместе с семьями и со всеми на свете. Они действительно расслабились, потому что переговоры шли великолепно. Эти переговоры великолепными не будут даже в Исламабаде. И Исламабад это понимает, это Пакистан. В общем, сложная ситуация, очень сложная. И вообще с переговорами все не очень просто. Это вот свежее, последнее заявление, или как крайнее, да, говорят суеверные люди. В общем, последнее заявление Левит по поводу этих переговоров. А вот пресса пишет несколько иначе. Значит, Нью-Йорк Пост сообщает, что встреча с Ираном состоится в ближайшее время. Левит сказала, в какое. США и Иран готовятся к очным переговорам. Переговоры планируется провести в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который сыграл важную роль за эти 39 дней войны. И, в общем, Венс, возможно, будет присутствовать, сказала Левит. А издание пишет, Венс не будет присутствовать на переговорах из соображений безопасности.
У нас будет Уитков, Кушнер, Джей Ди, может быть, Джей Ди не знаю, есть вопросы безопасности, скоро. На самом деле это произойдет очень скоро, сказал Трамп. Основой для переговоров, как пишет автор статьи, стал план Ирана из 10 пунктов, который Вашингтон согласился рассматривать как отправную точку, несмотря на серьезные разногласия. Среди главных целей США по-прежнему остаются прекращение ядерной программы, уничтожение ракетного потенциала, ослабление военной инфраструктуры, отказ от поддержки союзных группировок, имеется в виду Хусит, Хизбалла. При этом перемирие уже закрепило один важный результат – разблокировку Ормузского пролива, который Иран удерживал под контролем на протяжении войны. Дальнейшие переговоры, как ожидается, будут сосредоточены на двух темах: условиях прохода судов через пролив, включая возможные пошлины, и судьбе запасов урана. То есть уран и пролив. Пролив и уран. Но Иран уже прикрыл пролив. Хотя, в принципе, собственно, тема пролива будоражит всех до сих пор. Причем выставляя это как победу, выставляя это как какой-то, гешефт со стороны Ирана, то есть пополам давайте делить плату за проход, давайте еще каким-то образом, а вот я буду контролировать, я бы хотел нефть. Помните, на прошлом шуме я показывала вам Трампа, но люди говорят, уходите оттуда. Это исход Трампа. Исход, но очень и очень медленный, для того, чтобы сбить вот эту спесь, и чтобы никто не вспоминал, что он заявлял раньше. Но зацепились за язык уже его товарищи, по оружию, демократы. Правда, на противоположной политической стороне. Вот сенатор Крис Мерфи рассуждает, говорит, вообще, а как можно верить Трампу? Смотрите, Иран не верит Трампу, демократы не верят Трампу, мир не верит Трампу. Что происходит? Речь о безопасном проходе, о котором говорит Трамп. Якобы он будет обеспечен на 2 недели как ключевая часть договоренности через Ормуз. Говорят, это возможно при координации с вооруженными силами Ирана, что фактически подразумевает контроль Ирана над проливом. Совет национальной безопасности заявляет, это дает Ирану уникальное геополитическое и экономическое положение в части регулирования прохода через Ормузский пролив. Что из этого правда, неизвестно. Дональд Трамп врет каждый день. Очевидно, он не говорит правду. Но даже если принять часть иранских заявлений, выходит, что Трамп согласился передать Ирану контроль над проливом. Это чрезвычайно серьезно. Если углубиться в заявление иранского совбеза, там утверждают, что Трамп также согласился признать право Ирана на обогащение, снять все санкции и позволить сохранить ракетную, дроновую и ядерную программы. Насколько это правда, неизвестно, но если хотя бы контроль над проливом действительно передан, это катастрофа мирового масштаба. И поразительно, что до этого дошло. Военная операция Трампа, судя по всему, привела к тому, что Иран получил контроль над критически важным морским маршрутом, которого у него не было до начала войны. Не было, потому что это были международные воды. Потому что это, допустим, хорошо, частичный контроль, даже частичный контроль, это уже серьезная прибавка к бюджету. Вот эти деньги, которые он собирается брать за проходы судов и танкеров, это, простите, практически те же самые репарации. И все, в принципе, понимают, о чем договаривается. Но, как утверждает пресса, Венс не очень спешит в Пакистан, потому что там же его могут грохнуть. Вот правда. Там недалеко. Месть, она еще жива. Скольких положили американцы с израильтянами? А тут Венс собственной персоной. И Ормуз вроде как лакомый кусок, но не такой. Это действительно какое-то вот оружие, такое геополитическое Ирана, которое фактически Америка взяла и отдала в руки вот этим аятоллам, в руки Ксиру. И, собственно, тут только глупец не согласится с Медведевым. Медведев говорит, неясно, как сложится перемирие, но одно можно сказать наверняка. Иран провел испытание своего ядерного оружия. Это называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем. Почему я привожу здесь слова Медведева? Потому что они, как сон в руку, они сбываются. Ормузский пролив можно закрыть, открыть, пропускать, не пропускать, устанавливать одни правила, другие правила. И никто тебе не скажет, что ты не выполняешь договоренности после сегодняшнего срыва перемирия. Никто. Ормузский пролив — это действительно такая очень важная точка. Он Грэм. Тот самый Грэм, великий и ужасный, лоббист лоббистов, человек,
который языком зарабатывает деньги, который пропихивает все, который на ухе у Трампа бывает периодически, вообще возмущается. Что касается Ормузского пролива, сейчас они взимают плату с судов, корпус Стражи Исламской революции, иранцы, за проход через проливы и берут не доллар, а юань. Одна из угроз всей этой ситуации, если мы начнем допускать, чтобы китайская валюта использовалась в торговле нефтью, это ударит по доллару, установленному в 1974 году. Каждая бочка нефти, продаваемая и торгуемая в мире, торгуется в долларах. Теперь что пытаются сделать иранцы? Они пытаются сменить валюту с доллара на китайскую, и это атака на доллар, и это тоже должно прекратиться. Но сегодняшняя информация, которая распространила Financial Times, говорит, что не совсем доллар под угрозой. Вообще традиционная валюта под угрозой. Вот Ормузский пролив, как вы понимаете. Сегодня сообщили, что первое судно прошло Ормузский пролив. Представитель Союза экспортов нефти, газа и нефтехимии Ирана заявил Financial Times, что за проход нефтяных танкеров теперь требуется оплата в крипте, в биткоине, по курсу $1, 1 баррель. Считают 20, 40, там, до 60, вообще в среднем 20-30 миллионов баррелей проходят в сутки за, по этому маршруту. Это все перемножается на доллары, конвертируется в биткоин и отправляется на крипту. То есть получается тоже подрыв, такой специфический, но подрыв нефтедоллара. То есть Грэм все-таки должен о чем-то опять беспокоиться. Юань понятно, но крипта немножко другая история. Парадоксально, вот просто парадоксально, какая история крипта нам недавно рассказал один из представителей ЦРУ, который работает в финансовом отделе, что биткоин фактически это слежка. Если говорить о биткоине, как и правоохранительные органы, мы тоже заинтересованы. Раньше люди думали, что биткоин анонимен, но я бы сказал, он псевдоанонимен, а не полностью анонимен. Мы активно работаем с правоохранителями, чтобы отслеживать незаконные криптоплатежи со стороны злоумышленников. Да, преступники, будь то наркокартели, террористические группы или режимы вне закона, используют криптовалюту. Но они используют и другие инструменты. Доллары, машины, даже картриджи для принтеров. Это же не значит, что все это нужно запретить. Биткоин никуда не денется. Криптовалюта тоже. Все больше институтов ее принимают, и это хороший тренд. Администрация это поддерживает. Это еще одна сфера технологической конкуренции, где США должны быть сильнее Китая и других противников. Нам важно быть лидером, а не отстающим. У криптовалют есть большой потенциал и для правоохранителей, и для разведки. Отслеживать действия противников и мешать им. Меня удивляет, что ее считают инструментом только для плохих. Это может быть инструмент для хороших. Биткоин, стейблкоины, все это используется по всему миру, в том числе крупными организациями. По сути, это общий принцип. Технология — это инструмент, но может быть и оружие. Нужно уметь использовать ее самим и понимать, как ее используют против нас. Мы используем технологии как инструмент. Биткоин и другие криптовалюты — просто еще один инструмент. И одновременно цель. Мы можем мешать противникам использовать их и получать через них разведданные. В этом смысле биткоин похож на другие передовые технологии. Это приоритет. Сейчас идет смена поколений и мышления. Не все в правительстве это принимают. Многие застряли в старом подходе. Нужно уйти от идеи, что криптовалюта — это только для тех, кому есть что скрывать. Это не так. Звучит так, будто ты внутренний сторонник биткоина. Давай поговорим о картелях. О картелях не надо, но смысл посыла понятен. Крипта — это плоть от плоти, продукт спецслужб, которые не могут контролировать. Не всегда, но по большей части и тот же самый биткоин. Поэтому это очень интересная история, когда Иран в крипте... Вообще про крипту Ирана ходят просто какие-то неимоверные легенды. Вот эти атомные электростанции или просто электростанции, разные электростанции, которые там есть, которые защищают, и россияне там строят, и, в общем, защищают люди мирные с флагами. Вчера мы это все наблюдали, а потом они радовались, что не ударили, поэтому, получается, люди защитили. Они оборудованы майнинговыми фермами и майнят биткоин и продают его ниже рынка, иранцы, за что получают, собственно, свой гешефт. Поэтому не влияют интервенциями на рынок, поэтому это прям вообще их тема. Парадокс, такие же, полностью уничтоженные. Бог весть какие. Как они предстают в глазах западного обывателя? Какие-то там
трущобы у них на ослах ездят, а нет, это все впереди и в развитии. Это прям цивилизация, которая пошла по пути развития, но в другую сторону, немножко отличную от идеологии Запада и западных ценностей, и западного представления об укладе жизни. И вот прошлой ночью Трамп хотел уничтожить эту цивилизацию. Левит сегодня, кстати, спросили, а вот ты ж Левит, она, смотрите, это очень пикантный момент, она же беременна. И вот она, как бы, женщина, да, вот в такой острый момент, все равно на работе. И вот ей спрашивают, а как вот вы отнеслись к тому, что Трамп собирается цивилизацией уничтожать? Учитывая серьезность его слов вчера, как вы поняли его заявление, эта цивилизация будет уничтожена? Я считаю, это была очень жесткая угроза со стороны президента Соединенных Штатов, которая заставила иранский режим отступить, запросить прекращение огня и согласиться открыть Ормузский пролив. То есть это была сильная угроза, которая дала результат. И, как заявил министр обороны сегодня утром в Пентагоне, это была вовсе не пустая угроза. У Пентагона был список целей, по которым они были готовы нанести удары в 8 часов вечера прошлой ночью, если бы иранский режим не согласился открыть пролив, чего они в итоге и сделали. Взяли и сделали. То есть, смотрите, это был риторический прием. Они все сейчас об этом говорят. Риторический прием. То, как Трамп или люди Трампа играют на его заявлениях на фондовых рынках, так пытается играть и, соответственно, пресс-служба и Белый дом. Сенсация. Сенсация сегодняшнего дня. Вот прям, может, в прямом эфире будем свидетелями. Это же Левит выходит и говорит о том, что, простите, пожалуйста, сегодня Рютте приезжает в Белый дом. Вот там он сегодня ходил, гулял с Рютте Рубио, да, генсек НАТО. Вот они. Смотрите, какие счастливые, деланные улыбки. Как-то Рубио не шибко рад, но тем не менее. Класс. Что класс? Вообще ничего классного. Левит говорит, сегодня Трамп вполне вероятно может обсудить с Рютте, простите, выход США из НАТО. Выход. Аривидерчи, Рютте. Понятное дело, что вряд ли США прям будет уходить из НАТО после этой всей истории с Ближневосточной войной, но денежки они пересчитают, переучет они сделают, и конкретно Рютте будет поставлено на вид поведение членов НАТО, НАТО как НАТО, и вообще, в принципе, союзничество как такового может и не стать. И это вот сегодня Левит тонко намекнула, говорит, давайте подождем, они сейчас обсудят, потом выйдут, возможно, к прессе и чего-нибудь скажут. Пока не вышел, собственно, к прессе, я так смотрю и поглядываю за лентой непосредственно Трамп с Рютте, вышел спикер парламента Ирана Галибаф и говорит, что 3 пункта соглашения из 10 нарушены, и поэтому прекращение огня, переговоры, все. Все, до свидания, мы отменяем. Насколько это заявление будет соответствовать действительности, насколько это заявление, в принципе, релевантно, насколько оно соответствует, да, положению дел, мы сейчас посмотрим, потому что это, конечно, нечто. Если прямо сейчас Иран уходит из этих переговоров, то о каком Исламабаде вообще будет идти речь? Полный текст заявления Галибафа, глубокое историческое недоверие, которое мы испытываем к США, проистекает из неоднократных нарушений всех обязательств. Как четко заявил президент США в своей соцсети, правда, трус, правда, предложение Исламской Республики Иран из 10 пунктов является действенной основой для переговоров. Так вот, 3 пункта, которые нарушены. Это несоблюдение первого пункта, предложенного из 10, касающегося прекращения огня в Ливане, обязательства.
на которое премьер-министр Шехбаз Шариф, это пакистанский премьер-министр, недвусмысленно сослался и объявил как немедленное прекращение огня повсюду, включая Ливан, и вторжение беспилотника-нарушителя в воздушное пространство Ирана, а также отказ Ирану в праве на обогащение, который он был включен в 6-й пункт. Теперь сама действенная основа переговоров. Все. Дальше двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны. Финита, говорит Иран. Финита. Goodbye, my love, goodbye. Иран действительно сегодня сбил беспилотник. Этот беспилотник, по заявлению КСИР, это был современный, собственно, беспилотник. Его какие-то новые системы ПВО Ирана уничтожили. Хермес-900 в небе над Ларом в провинции Фарс в Иране. Мы подтверждаем, что вход любого типа летательного аппарата, принадлежащего американско-сионистскому противнику в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, рассматривается как нарушение режима прекращения огня, встретит решительный ответ. Пару часов назад это произошло, ну и сейчас мы видим, какое заявление делает конкретно Иран. Плюс была атакована сегодня днем нефтяная инфраструктура, НПЗ иранский. Ну вот такие последствия. С этого ровно все и началось. Причем там непонятно. Иран говорит, что это атака. Кто-то говорит, да нет, это пожар. Как бы боясь сорвать перемирие, пытаются врать. Вот эти товарищи, которые распространяют информацию. Одни источники написали, что это удар США и Израиля, нарушение с их стороны. Другие пишут о том, что нет, это Израиль ударил, это Израиль провоцирует. Но провокация Израиля, простите, пожалуйста, откровенно, просто нещадно можно верить. После вот этого удара по Бейруту. Бьет по Бейруту Израиль, просто бомбежка неистовая. И самое интересное, что оправдано этот удар как бы возможностью ликвидации одного из главарей Хизбаллы. Вот где-то он там в Бейруте, и вот его поэтому и лупят. 90 погибших. Это вот последняя информация, которую я встречал. Может быть, конечно, данные увеличились. 720 раненых после этого налета Израиля на Бейрут. И поэтому, понятно, Иран говорит нет. Он не может просто так оставить своих хуситов, Хизбаллу. Они не могут их бросить. Тем более они включены в проект соглашения. Хотя Трамп, ну, по крайней мере, распространили такую информацию сегодня, там, несколько часов назад, говорил, нет, вы вообще не знаете, что в соглашениях. Я, говорит, знаю, что в соглашениях. Но погодите, Трамп-то может знать, что в соглашениях. Ну, а Ирану зачем врать, если Ливан внутри этого перемирия? Причем примечательно, что сегодня утром Axios выдает материал о том, что Трамп там надавил на Нетаньяху, израильскую сторону сказали под лавку соблюдать перемирие, которое мы достигли. Ну и мы видим, как они соблюдают. Нет, понятно, что в Ливане для Израиля большая опасность. Вот это вот видео, конкретно это видео о том, как, в общем, уничтожаются нещадным образом танки Меркава. Уже 15 танков было подбито. Причем интересно, что сообщается, что уничтожен этот танк, ну, конкретный, который на видео, дроном FPV на оптоволокне. То есть на леске. Сегодня, кстати, проскакивала информация, что процент использования дронов на леске у украинской армии больше, чем у российской, там на 5-7%. А получается, что технология это расходится ой-ой-ой куда и ой-ой-ой как стремительно. Дрон на оптике поражает танк Меркава. А у него же, видите, и козыречек есть. Поэтому потери Израиля мы не узнаем. Там военная цензура.
Положение дел там вокруг Хизбаллы мы не узнаем в этой войне. Там военная цензура. Зачем нужен был вот этот удар в перемирие, мы не понимаем. Ну хорошо, перемирие сорвано. Израиль победил? Нет. Выходит Нетаньяху и как бы поддерживает вроде как это перемирие, но говорит, мы в любой момент готовы. Иран сейчас слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо. Таков главный итог этой кампании на данный момент. При этом у нас остаются дополнительные цели, которых мы намерены добиться. Мы достигнем их либо через соглашение, либо через возобновление боевых действий. Мы готовы возобновить боевые действия в любой момент. Наш палец на спусковом крючке. Палец у них на спусковом крючке. Ну, правда, дрогнул, видимо, в момент объявления перемирия. Ну и, конечно же, здесь нужно, кроме своей потужности, ведь тут тоже, смотрите, это он говорит как бы на своем канале, на свою аудиторию. А вот что он говорит на чистом английском, на аудиторию Sky News. Что касается обогащенного урана, который все еще остается в Иране, и, как уже заявляли высокопоставленные чиновники администрации Трампа, обогащенный уран будет полностью вывезен из Ирана, и это будет сделано либо по соглашению, либо путем возобновления войны. То есть или война, или нет. На Sky News он говорит о том, что, ну, как бы вывозите уран, проблема в уране. Вот не должно у вас быть урана. Своим он говорит о каких-то там других целях, которые он там соглашениями пытается достичь, а война тем временем продолжается. Этот удар переворачивает вообще поведение Израиля, переворачивает вообще отношение к Израилю. Сегодня опубликовали очень интересные данные социологических исследований. Провал Трампа в Иране разрушил старый произраильский консенсус в США. 60% американцев негативно относятся к Израилю. Растет этот показатель. Демократы 80% негатива. Представляете, у демократов негатив. Республиканцы 41%. Раньше было значительно меньше. Молодежь и средний возраст вообще все против Израиля. 2/3 не доверяют ни Трампу, ни Нетаньяху в войне с Ираном. Вот вам молодежь. Лобби обещало быструю победу, но сожгло политический капитал за 40 дней бессмысленной войны, и последствия налицо. Конец безусловной поддержки Израиля. Президент 28 года, Вэнс, Ньюсом или другие вынуждены будут пересматривать свои отношения и сокращать вовлечение на Ближнем Востоке. Эта травма настолько глубока, что это формируется уже практически запрос. Усиление трансатлантического раскола, поддержка НАТО упала с 66 до 59%. Республиканцы называют европейцев нахлебниками. Холодок такой становится просто нормой. Общественное мнение может, конечно, измениться, но удар по кошельку, рост цен на топливо и престижу, военный провал оставит глубокий след. Ну и, конечно, есть контраргумент, что у этого расклада, что лобби все-таки еще работает, и оно все еще сильно, и вот это ИПАК, они занимаются, все в порядке. Я вам тоже в шуме рассказывал про введенную цензуру, приходят сразу, там только критикуешь Израиль, все, ты антисемит, привет, иди сюда, давай с тобой беседу проведем. Давят, как могут давят, и работа продолжается. Но сейчас пиковый момент, переломный момент, когда Такер Карлсон против Израиля и говорит, заберите у Трампа ядерные ключи. Когда внутри прям кипит Америка по отношению к Израилю, потому что это он втянул, фактически, он втягивает в эту войну. Там в вариантах и в голосовании у нас есть еще страны Персидского залива. Ну, кроме, конечно, Эмиратов, которые уже победили. С этого мы начинали, так немножко улыбнулись. Иран начинает отвечать. Отвечать начинает не потом, а практически сразу. Сегодня атаковали нефтепровод, благодаря которому Саудовская Аравия поставляла нефть в обход Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о востоке-западе, по которому нефть доставлялась из Персидского залива до Красного моря. Там, знаете, где обход хуситов. Значит, по данным Financial Times, удар пришелся по одной из насосных станций. Всего этот маршрут 1200 километров. Называют экономическая артерия королевства саудитов. Атака произошла всего через несколько часов после того, как Иран и США объявили о прекращении огня. И, соответственно,
Оно было сорвано и, соответственно, полетело. Также летело в Кувейте, также летело по другим объектам. В общем, все как бы возвращается на круги своя. И если ничего не произойдет экстраординарного, то нас ожидает новый виток, и в том числе топливного, энергетического кризиса. Правда, нас спасут эстонцы. Вот смотрите, есть такой Ханс Маркус Кальмер. Кризис на Ближнем Востоке – это шанс для эстонских возобновляемых газов. Есть у Эстонии некие возобновляемые газы, которые могут спасти мир от вот этого коллапса. Маленькая Эстония, а какая газовитая, газует. Все это, конечно, закручивается на очень большой геополитике. Конечно, я полностью разделяю позицию, что за спиной, за кулисами стоит Китай. Китай якобы надавил прошлой ночью на Иран, чтобы те особенно не ерепенились, ну и как бы отходили в сторону и, в общем, соглашались. Китай пытается уладить эту всю ситуацию. Многие не понимают, почему. Ну, а смысл? Подождите, иранская нефть как шла, так и идет. Они ее пропускают, грузят, отправляют. Танкеры никто не ловит, не блокирует. Санкции сняты. Так а в чем проблема Китая? Проблема в том, что удар может быть какой-то по нефтеинфраструктуре Ирана. А это означает и цена, и поставки, и логистика. Поэтому проще договориться. Что... Если эта версия верна, что означает вот этот момент? Это означает принуждение Трампа держать слово и американскую сторону держать слово. Помните выражение Путина «к ноге Путина, кажется, к ноге хозяина». Ну, типа, Европу к ноге хозяина, она должна прийти и, в общем, все решить. И вот появился дух Анкориджа и так далее потом. Так тут Израиль должен к ноге хозяина. Но, судя по последним сообщениям, вообще непонятно, кто кому хозяин. Значит, Daily Beast, есть такое издание, публикует интереснейший материал. Каждую неделю Трамп обменивается письмами с королем Великобритании Карлом III, где рассуждает о своем президентстве. Нам стало известно, пишет издание, что Трамп каждую неделю отправляет Карлу личное письмо со своими приватными взглядами на свое очень публичное президентство. И друзья по переписке обмениваются новостями о своих семьях. Издание не уточняет, откуда у него такая информация, правда, но авторы статьи полагают, что Трамп воспользовался каналом связи, чтобы отправить королю несколько подсказок о том, что... включить и что удалить из обращения Карла III к Конгрессу США 28 апреля. Я уже сообщал и говорил, что с 27 по 30 апреля Чарльз, он же Карл, он же Гога, в общем, отправляется в Америку. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в Конгрессе с 1991 года. В 1991 году Елизавета II, она вообще пионерка была. Первая британская монарх, королева, которая выступила перед американскими законодателями. Это было в 1991 году. А вот сейчас, вот видите, тоже хочет, пока при памяти, в общем, тоже хочет и Карл отправиться. И вот они с ними переписываются. С точки зрения вообще вектора Трампа, его, как и его заявления и речи, очень понять сложно. Как никто до сих пор не понимает. Вот Страстная неделя идет, разгар, середина, среда. А что это было на их католическую Пасху за ситуация на молебне? Давайте помолимся. Отец, ты говоришь нам в книге Есфирь, что персы, иранцы, хотели убить каждого еврея, женщину, ребенка. И сделать это за один день. Но ты послал Есфирь, чтобы спасти еврейский народ. Отец, мы благодарим тебя, сегодня иранцы. Злодейский режим этого правительства хотят убить каждого еврея и уничтожить их атомным огнем. Но ты послал президента Трампа, да. Ты воздвиг его для такого времени, как это. Представляете? Ну, то есть вот такую чушь, вот такую дичь лепят.
Причем на полном серьезе. И Трамп с закрытыми глазами вот это вот все внимает. Много очень пабликов есть в телеграм-канале, рекомендую вот этот, вот Зерада, да, я просто у многих встречал нечто подобное, но это вот называется самое свежее. Значит, это хронология, это же просто что-то потрясающее. 3 марта мы выиграли войну. 7 мы победили Иран. 9 мы должны атаковать Иран. 9 война заканчивается почти полностью и очень красиво. 11 никогда не хочется говорить слишком рано, что ты победил. Мы победили в первый же час. Все было кончено. 12 марта мы победили, но мы еще не победили полностью. 13 мы выиграли войну. 14 пожалуйста, помогите нам. 15 если вы нам не поможете, я это точно запомню. 16 на самом деле нам вообще не нужна никакая ваша помощь. Представляете, какая история? Значит, дальше. 16 если НАТО не поможет, их ждет что-то очень плохое. 17 нам не нужна, и мы не хотим помощи от НАТО. Тоже 17 мне не нужно одобрение Конгресса, чтобы выйти из НАТО. 18 наши союзники должны содействовать в открытии Ормузского пролива. 19 союзникам США пора взять себя в руки и помочь открыть Ормузский пролив. 20 НАТО трусы. 21 Ормузский пролив должны защищать страны, которые ими пользуются. Мы им не пользуемся, нам не нужно его открывать. 22 это последний раз я даю Ирану 48 часов, откройте пролив. 22 Иран мертв. 23 у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с Ираном. 24 мы продвигаемся вперед. 25 они сделали нам подарок, и подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоящий колоссальных денег. Не скажу вам, что это за подарок, но это был значительный приз. Ну, это вот эти пропущенные танкеры. 26 заключайте сделку, или мы просто продолжим уничтожать. 27 мы не обязаны быть в НАТО. 29 заявил, что переговоры продвигаются. Ну и 30 немедленно откройте Ормузский пролив или столкнетесь с разрушительными последствиями. 31 заявил, что сделка очень близка и Иран поступит правильно. 1 скоро увидим, что будет. 3 произойдет что-то большое. 4 заявил, что Иран должен подчиняться немедленно, иначе последуют дальнейшие последствия. 5 откройте чертов пролив, безумные ублюдки, или будете жить в аду, просто смотрите. Хвала Аллаху. 7 целая цивилизация умрет сегодня ночью и больше никогда не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. 8 великий день для мира во всем мире. Иран хочет этого, с них хватит. Мне кажется, здесь... Нет, великий был человек, большая, ну, конечно, дань уважения, память серьезная. Это вот надо читать с прищуром, вот таким вот настроением Жванецкого. Вот это все, что я прочел, как бы... Вот это все вот так надо читать. Сегодня раки по 3, завтра по 5. Вот это вот все, вот так и выглядит. Вот такая вот эта и политика. Поэтому обнуляются правила международные, обнуляются правила журналистики. А это же вот что? На самом деле, над кем вот смеется вот эта подборка? Вот это и много таких подобных подборок. Смеется над нашим пониманием. Ну, принято как-то отвечать за базар, помнить, что ты говорил вчера, немножко там соображать. Если там что-то изменилось, обосновывать. Если изменил мнение или позицию, ну, так обоснуй и двигайся вперед. Нет, это не означает, что ты должен прикован быть раб этой позиции. Но просто хотя бы, ну, соотноси, что ты нес и что ты несешь сейчас. И так работают журналисты. А вот вы же видите эти интервью. Собчак, там, Дудя. В 20 мохнатом году вы сказали, что вы там любите кушать вилкой, а в 26-м говорите, что вы обожаете есть руками. А? Когда вы соврали, сейчас или тогда? И человек мечется, объясняет что-то. Не работают эти подходы сейчас. Не работают. Поэтому можно впаривать всякую дичь. Вообще, конечно, Трамп... И Зеленский, вот это вот очень интересная история. То есть Зеленский, мне кажется, полностью копирует Трампа. Вот сегодня, вот сегодняшний день он выходит с обращением
Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно були доповіді Служби безпеки України, генерал-майора Хмари та генерал-майора Поклада. Я вдячний за те, що наші операції завжди сильні. Я хочу також відзначити підрозділи служби, які разом з іншими елементами сил оборони та безпеки захищають Україну на передовій. То есть, смотрите, начало обращения. Приглушенный свет. Вдали торшер. Лица нет. Вот он на похоронах. Такое ощущение, что я вот когда посмотрел, это прям панихида. Панихида по происходящему. И как бы много же разных вопросов. Вот смотрите, и там некоторые мы сегодня покажем тоже. Вчера жуткие прилеты, сегодня жуткие прилеты. Удары дронами. Не сбивается ничего. Ну как, что-то сбивается по статистике, но прилетает и, в общем, опасно. Опасно. Инфраструктурно, залетает в дома. Ну, в общем, проблема. Опять отключение графики отключения света. То есть, а он начинает свое ежедневное обращение с того, что он хочет поблагодарить СБУшников. Центр спецпризначення АСБУ перший за підсумками березня по застосуванню дронів. Найбільш результативно. Відзначились військові експерти СБУ також і в налаштуванні захисту для деяких наших партнерів на Близькому Сході. Да ладно! То есть, они первые, в Украине первые, и за рубежом первые, СБУшники первые по применению дронов. Может, у них просто дроны есть что применять, а у других нехватка? Тут вспоминается Белецкий, белый вождь, да, который полностью под офисом, который говорит, нам государство ничего не дало. Все туда, все там отстреляли. В рамках тих експертних місій, які були направлені Україною в регіон. Дякую вам, воїни. Наші експертні місії продовжать свою роботу в країнах Близького Сходу та Затоки. Побудувати нову систему захисту. Це завжди. Затоки это не в Одессе. В затоке Одессы больше нет. Любимый просто курорт, куда все тянулись, отдыхали, пытались идти туда, в общем, как бы собирали деньги, чтобы поехать в Одессу летом на пару недель, снять там какой-нибудь номер или коттеджик или что-то еще. Нет, Затока теперь это залив Персидский. Завдання залишається. І на основі наших довгострокових домовленостей ми будемо залучати необхідні підрозділи. Сьогодні Сполучені Штати Америки перейшли до дипломатії в ситуації навколо Ірану, і світ це підтримує. Ага, мир, значит, поддерживает. США перешли к дипломатии, мир поддерживает. И что? Припинення вогню завжди додає можливості дипломатії та повинно передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї. Да ладно, прям всегда. То есть на прошлую Пасху, когда предложили, что сказал, отворот-поворот, давайте 90 дней, 60 дней, давайте там, давайте побольше. То есть всегда подходила к этому. Или сейчас серьезно прижала, и сейчас нужно быстро забивать на новости какими-то потужными видео, какими-то непонятными победами, но которые намаслены и выглядят очень великими, потому что ситуация критическая. Росії проти України. Звісно, не просто це реалізувати. Зараз на Близькому Сході ще потрібні зусилля, щоб стабілізувати припинення вогню, щоб Нужны усилия. Чьи? Его усилия, наверное, нужны. Конечно, а чьи? воно спрацювало. Але, зрештою, мета у всіх має бути одна, а саме більше безпеки. Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно. Ціна нафти знизилась. Смотрите, где в этом всем украинцы? Он пристегивает мировые рынки, цена нефти снижается. Сейчас будет рассказывать про Россию, про цены внутри, что ну все, хорошо же, видите, рынок, все упал, все нормально, держимся, все хорошо. Ты здесь при чем? Зачем это в твоем ежедневном разговоре с телефоном? Заметьте, уже не телефон, уже как бы там выставили камерку или на штативчике поставили, уже не вот это вот, а прям как обращение какое-то к народу. Це водночас правильний сигнал щодо Росії, що окрім наших далекобійних санкцій, інші інструменти також будуть працювати. Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск. Раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти. Поняли? То есть
смотрите, теперь мы можем свободно бить по энергообъектам Российской Федерации. Больше, кучнее. Ну, смотрите, на рынке все нормально. Так, так. Да и вообще, вы там санкции не хотели вводить, там Орбаны всякие, Фица ерепенятся. Да и другие, кстати, страны тоже говорят, ребята, нецелесообразно. Цены, ой-ой-ой, ситуация плохая. Поэтому, простите, пожалуйста, давайте как не продлевать, ну или там не новые не вводить, старые не продлевать. Вообще все больше и больше заявлений, давайте снимать санкции с Российской Федерации. Но Зеленский выходит в вечернем обращении украинцев, которых обстреливают каждый день, свет им отключают, говорят, рынки падают. Значит, можно бить по НПЗ российским, никто на нас давить не будет. І санкції давайте, Європа. Ми на вас будемо давити. Вводіть нові санкції. Якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку, а це глобальна необхідність, російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись. Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладались в підтримку іранського режиму. Ага, вот поэтому. Поэтому они вкладывались в поддержку иранского режима. Намагались затягнути ту війну. Війна нікому не потрібна. І важливо, щоб тепер не тільки країни Близького Сходу, не тільки Затока, але й Європа і інші ключові частини світу зробили правильні висновки. Саме безпекові висновки після того, що сталося. Какие выводы? Что война не нужна? Подождите, Зеленский что, просит у всего мира отпустить? Добби хочет быть свободен? В смысле? Как это? Европа должна понять, что выводы, ну, что войну надо заканчивать. То есть Россия, это не Иран, это Россия затягивает эту войну. Это Россия затягивает войну. Это Россия, наверное, обстреляла под чужим флагом иранский НПЗ. Российский вот этот Гермес залетел, который беспилотник тоже. Россия, наверное. Ух, или вообще, как бы, конспирология. Нетаньяху российский агент. Ну а чего? Нетаньяху вообще за Россию и затягивает войну, срывает перемирие. Потому что России нужна война, а всем остальным мир. Потрібно більше двосторонньої безпекової взаємодії між країнами з тими, хто дійсно вміє захищати життя. Потрібно більше координації зі своїми сусідами та більше взаємодії на регіональному рівні. С какими соседями координация? С какими-то соседями. Он говорит о координации безопасности с соседями. Серьезно? Допомагаючи сусідам, допомагаєш собі. Треба справді рішучо захищати базові цінності нормального життя. Інструменти для цього є. І в тому Базовые ценности нормальной жизни. Нормальной жизни. А что вы понимаете под нормальной жизнью и базовыми ценностями? числі захищати вільне мореплавство. Зараз весь світ побачив, наскільки кожна країна залежить від того, що відбувається в одному регіоні. Вартість життя від цього залежить. Всі ціни на базові енергоресурси. Не варто перевіряти, що буде, якщо якийсь інший критичний регіон втратить безпеку. Потрібно діяти і взаємодіяти, щоб безпеки додавати. Україна готова працювати з усіма партнерами і надалі, щоб безпека була. І була більшою. Ми готуємо відповідні зустрічі та домовленості в Європі. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую нашим воїнам і усім нашим людям, які роблять можливим захист України. Слава Україні! Все. То есть, о том, что ты будешь платить военный сбор, украинец, 3 года после войны, 5% еще 3 года после войны, о том, что теперь очень легко занести тебя за любой долг, да, там, ну там не любой, там посчитали, там 20 минимальных, в общем, если какой-то есть долг, 170 тысяч у тебя по кредиту или еще где-то, все, у тебя санкции, у тебя все блокируют, все забирают, все имущество, накладывают аресты в реестре должников. То есть ты, получается, это плевать, нормально все. О том, что цены на заправках, выходит Свириденко сегодня, говорит, ой, сейчас все стабилизируется, выдыхаем, рынок пошел вниз, смотрите, какие американцы молодцы, а цены держатся и обещают быть еще выше, потому что это цены немножко не так формируются. Ормуз никто пока не открывал, а когда откроют, должно пройти еще какое-то время.
Что-то вот не туда, что-то не об украинцах. Какие-то там дрончики, СБУшники, молодцы, лучшие в марте месяце. Какие-то вот эти армузы, Россия, которая не получит. О чем это обращение? Об этих людях, которых долбит Россия дронами, свои ТЦКшники хватают, засовывают. О чем это обращение? Он пытается встроиться в повестку, но это обращение никто, кроме украинцев, не услышит. Он отбывает номер. Он это делает не на телефон. Он это делает по заготовленному тексту. Судя по всему, то ли поменялась рука, которая дергает эту марионетку, то ли что-то там в середине очень серьезное происходит. Очень серьезное. Потому что нарративы, которые распространяются от них, крошки из их ртов черных, которые падают в информационном смысле, просто убивают. Украина готова к пасхальному перемирию, если Россия прекратит удары, заявляет Тихий из МИД. В ведомстве подтвердили готовность к зеркальным действиям в случае прекращения огня со стороны Российской Федерации. Значит, Тихий добавил, что Ближний Восток продемонстрировал возможность достижения договоренностей, цитата, даже с такими режимами, как иранский. То есть, понятно, что путинский режим хуже, чем иранский. Даже с иранским можно договориться, а с Путиным так договоримся. Он оправдывается. То есть, договариваться можно. Договариваться можно даже с Ираном. И они подцепили этот нарратив и понесли. И полетело. И сегодня целый день по телемарафону Украина опять победила. Мне нравится слово «опять», конечно, здесь. Эксперт. Ключом к победе над Ираном стало украинское ПВО. Представляете? Эксперты какие потужные. Но это еще не все. Вот есть Freedom, это типа русскоязычный канал, чтобы можно было по-русски смотреть. Украина победила Иран. Двоеточие. Инструкторы возвращаются домой. Бери шинель, пошли домой. Все, победила Украина Иран. Иран пал, сдался. Вы понимаете, что они пишут? Это просто какой-то сюр. Американська рішучість працює. Так прокоментував досягнення двотижневого перемиря між США та Іраном міністр закордонних справ України в соцмережі X Андрій Сибіга. Він привітав рішення. Сибига говорит, американская решительность работает. Ух, молодцы американцы. Договорились. Решительные американцы. Представляете, Сибига? Сибига, конечно, мощный. Сибига, Россия испугалась успеха Украины на Ближнем Востоке. Это какой-то цирк они сегодня устроили по поводу Ирана, где вообще сбоку, припеку, и вообще Сибига какой мощный. Как он выходит, как нарративы стелит, как все их подхватывают. Слушайте, дипломат прям от Бога. Правда, попали в такой лютый скандал. Сегодня сообщили, что из-за общественного резонанса МИД отзывает от должности почетного консула Доминиканской Республики Викторию Якимову. Она модель, фотографировалась вот в таком стиле, да, полуобнаженном. В МИД заявили, что при отборе кандидатуры Якимовой посол Украины в Кубе, там рядом, в общем, это кубинец принимает решение, кого консулом ставить. Кубинский посол Украины. Украинец, посол в Кубе, говорит, консул в Доминикане будет тот или иной человек. Вот он и выбрал Якимову. Значит, были критерии, определили там порядок есть выбора почетного консула. Проводилась проверка публичной деятельности. Связи с Россией обязательно проводились. Возражений не было. Но потому что люди возмутились, сказали, сколько ж вы будете этих девиц-то разных
ставить министерские, ну не министерские, а в Министерстве иностранных дел на разные должности, посольские, дипломатические, то, простите, пожалуйста, они сдали заднюю. Дали заднюю, сразу назад. Но вернемся к Зеленскому, который говорит, надо компромисс с соседями, в общем, безопасность. Венс заехал в Венгрию и пообщался мило с журналистом венгерским, который с ним беседовал на панели, пообщался о Зеленском. Также президент Зеленский заявил, что если Виктор Орбан не изменит свое поведение, он отправит своих солдат по его частному адресу. Возникает вопрос об украинском влиянии. Какова ситуация в вашей стране и как вы видите ее в Венгрии? Прежде всего, я даже не знал, что Зеленский сказал о намерении отправить солдат к резиденции премьер-министра до вчерашнего дня. Виктор сам мне об этом сообщил. Я проверил и с трудом поверил, но это правда. Это полностью скандально. Недопустимо, чтобы иностранный глава государства угрожал главе правительства союзной страны. Это абсурд и неприемлемо. Да, а дальше что? А дальше будет. То есть, смотрите, этому скандалу уже несколько недель. Ну, когда он там на совещании по энергетике говорит, так, давайте я скину адресочек военным Орбану, который блокирует 90 миллиардов, пускай они с ним поговорят, как они умеют. Это вот эта история. Венс о ней не слышал. Говорит, если не поверил, давай проверять. Ой, слушайте, правда? Что ж такое? Что ж ты будешь делать? А потом, и вот сейчас идет прям лютая политтехнологическая борьба. Лютая, лютейшая. Это туалет. Ну, если бы это снято было на территории там, Украины или где-нибудь еще, можно было сказать другое слово, параша, но они пришли, так сказать, и товарищи инкассаторы с экс-служивым СБУшником подделывали документы. Сбоку снимай, там же цифры видно. И не сверху, чтобы были видны суммы. Что ты секреты снимаешь? А ну, Вован, отойди, щоб зараз якраз буде видно і пісуари, і це все. То есть это видео, которое сегодня опубликовано, уже разбили в пух и прах, сказали, это фейк. Но о чем это? Это все о том же путешествии задержанных денег в Венгрии. В машинах Ощадбанка Венгрии перевозились только что напечатанные, как выяснилось, только что напечатанные евро и доллары, которые не поступали в обращение. Нулячие, заявил пресс-секретарь правительства Ковач. Они связаны с несколькими банками, включая украинский Ощадбанк, а также польскими и гибралтарскими финансовыми учреждениями. Среди улик видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ подделывает документы в туалете на заправке, пока его сообщники обсуждают коррупционные выплаты. Груз включал около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 килограммов золота, происхождение и назначение которых остаются пока неизвестными. В украинской стороне уже заявили, что это видеофейк, монтаж, подделка, это все неправда, это там вообще звуковая дорожка. Короче, разобрали по косточкам на атом и сказали, не верьте. Это они оклеветать решили Украину. А чего вдруг? А чего вдруг? Выборы ж у них. А почему они на своих выборах клевещут на Украину? Да потому что Украина вмешивается в выборы, представляете? Украина вмешивается. Причем об этом говорят уже все. Кажется, с каждого утюга. Все только делают вид, когда вот Венс дал оплеуху непосредственно о вмешательстве в выборах на встрече с Орбаном вчера. Вы видите, Сибига что пишет? Сибига об этом не пишет. Сибига говорит, мы победили. Американская решительность. Потому что без американской решительности
Собственно, в этом вопросе как-то все продвигается, но заявления Венса, они же чего-то стоят, они же имеют какой-то вес, тем более там, в Венгрии, в поддержку Орбана. А нет, успокойтесь, не обращайте внимания, это просто предвыборная кампания. Так а чего венгры, так сказать, буянят на украинцев? Потому что украинцы лезут на венгров, вмешиваются этими деньгами коррупционными в их выборы, и не только деньгами. Этот скрин, ну там ряд скринов, прислали мне подписчики в рубрику «Колобок. Куда мы катимся». Один из известных украинских сайтов, Работа.ua, значит, вакансия уже закрыта, ну, понятно, уже смысл. Ищут организатора общественных мероприятий. Зарплата 100 тысяч, 200 тысяч гривен, в зависимости от времени. Это все недельку назад, да, размещали. Есть какая-то ГОшка, общественная организация, называется «Наша гордость». И вот что самое интересное, ну, наверное, да, здесь плохо видно, но тем не менее, в общем, что это за организация? Это участник общественно-политической жизни Украины, направляет свою деятельность на поддержку независимости и демократических ценностей. Сейчас у нас открыты вакансии, где вы можете на определенное время, вахтовым методом, поняли, присоединиться к нашей команде и посетить соседнюю страну. До конца апреля вы будете принимать участие в очень важном общественном и политическом проекте в Венгрии. Представляете? Задание. Организация и координация разных общественных мероприятий, взаимодействие с другими общественными организациями и партнерами для общей работы над общими заданиями, поддержка и участие граждан в развитии гражданского сектора, готовность быть занятым круглосуточно. Но и это еще не все, как вы понимаете. За зарплату 100-200 тысяч гривен требования есть. Высокий уровень владения венгерским языком, в скобочках, обязательно. Хорошая физическая форма и стрессоустойчивость. Высокая организованность и умение работать в команде в условиях повышенных рисков. Опыт работы в общественных организациях, ну или подобных проектах, они предлагают. Это очень интересно. Значит, возможность посетить соседнюю страну. То есть ты живешь себе в Украине, свободно знаешь венгерский язык и думаешь, как бы выехать, а они вывозят тебя. Возможность профессионального роста, самореализации. Если хотите присоединиться, отправляйте, значит, для того, чтобы демократия развивалась, события такие, то давайте мы ответим вам на вопросы. Вот Науменко Юлия Владимировна. Ну, уже контакты, понятно, недействительно, ничего не действительно. Уже понятно, что смотришь на Работе.ua на эту организацию общественную, там 404, ошибка, ничего не существует. Это люди присылают просто. Компания помечена, но это на Работе.ua, это общественная организация, помечена как из Запорожья. Вот в Запорожье много, наверное, венгероязычных. Наверное, очень много. И это прям вот в открытую. В открытую. И тут только, ну, наверное, что-то обмен опытом, наверное, какие-то курсы политологов, наверное. Свободное владение языком, стрессоустойчивость, физическая форма обязательно. Опыт, так сказать. И вот тоже так интересно. А чего это вдруг? Да ровно и потому, что даже сегодня появились новые пленки. То есть у нас какая история? Сиярто с Лавровым созвонились, все посмотрели. Там санкции надо снять с сестры одного из олигархов. Сиярто вышел, сказал, да елки-палки, пожалуйста. Дальше. Вчера нам, позавчера, нам заявили о том, что Орбан говорит, я буду твоей мышкой, а ты моим львом в клетке, я открою клетку. Ну, типа вот такой
такой разговор нам представили, представляете? Сегодня новую, как бы, ерундовину слепили. Но как ерундовину? Не ерундовину. Сиярто все подтвердил. Новые пленки Лаврова и Сиярто. О, я знаю, саме тому я і запитав. Дивіться, я хотів також вам зателефонувати і уточнити щодо того компромісу, якого ви досягли з Європейським Союзом стосовно відкриття переговорів для України про вступ. То есть, значит, они уточняют вступление Украины в ЕС. Как бы Сиярто должен помешать этому процессу. І надходили повідомлення про те, що вирішальну роль у цьому відіграло питання мови для національних меншин. О, безперечно, так і було. Ми дійсно намагаємося роздобути, отримати саме той точний документ, але що ж було? О, я зрозумів. Я вам це надішлю. Це Будь не ласка, проблема, адже звісно. те, що повідомлялося, а саме повідомлялося, що формулювання говорить про те, що Україна повинна поважати права всіх національних меншин. Національне, так, абсолютно, абсолютно. Це саме так, це саме так. Бо, знаєте, моя позиція полягає в тому, що коли йдеться про національні меншини, хоча, звісно, я відстоюю угорців, але не може бути дискримінації, бо якщо є дискримінація проти одних, завтра може бути дискримінація проти інших. Це Саме моя так. проблема. Як ми з вами обговорювали це деякий час тому. Добре, Пітере, якщо ви зможете Звісно. надіслати мені цей документ, я був би дуже вдячний за це. Вы представляете, документ какой-то отправляет. Документ, дискриминация, все дела. Сиярто выходит и, собственно, что делает? Отвечает. Четко и ясно. Мы боремся за дешевую российскую нефть и газ. Поняли? Значит, министр иностранных дел Венгрии назвал публикацию содержания разговоров с Лавровым вмешательством в парламентские выборы в Венгрии. В посте Викс он объяснил, что выполнение указаний Кремля тем, что Венгрия твердо выступает за мир, отстаивает права венгров в Закарпатье и борется за доступ к дешевой российской нефти и газу. Поняли? Все. Мы боремся за энергоресурсы, мы боремся за венгров в Закарпатье. Поэтому, да, вот там Лавров просит, мы ему там предоставляем, поэтому мы сотрудничаем. А это вы вмешиваетесь. А кто говорит, что не вмешивается? Вмешиваются. И будут еще какие-нибудь там подробности. Завтра есть еще, послезавтра. Я же вам говорил, помните, когда, когда вот это вот происходит история со Страстной Пятницей, чертей корежит и будет продолжать корежить. Это все на международный уровень выливается. Ну, как вы думаете? Политико же врать не будет? Значит, Венгрия и Россия подписали план из 12 пунктов о том, чтобы углубить экономическое и торговые энергетические связи. Документ, существование которого раньше не афишировался, был подписан в Москве в декабре и подразумевает открытие дверей для российского участия в новых проектах электроэнергетики, водорода, значит, нефть, газ, ядерное топливо в этих сферах. И надо изменить негативную тенденцию в двухсторонней торговле после санкций, которые связаны с войной в Украине. Будапешт согласился рассмотреть возможность усиления российского языкового образовательного процесса в Венгрии путем приглашения учителей из России и усиления взаимовыгодного признания квалификаций, специальностей, открытия программ, обмена для аспирантов. То есть все отлично. Правительство обязалось поддерживать поточные программы обмена в самых разных гуманитарных сферах. Цирк, спорт, то есть везде. Секрет Полишинеля, у них договор. Поэтому никто ничего не боится. Эти просят там документ какой-то. Все у них согласно договору. Это же зрада, предательство Венгрии. Да нет, у них договор межправительственный, представляете? Оказывается, есть. А что мы делаем по секретному соглашению с Британией, для Британии? Кроме воинов Персидского залива. Вот же возникает в чем вопрос. Что-то же делаем. И войну не останавливаем. Хотя тот же Венс говорит, дело плевое, там вопрос на 5 минут. Всего несколько там
километров, и все решится. Я бы сказал и россиянам, и украинцам. Сейчас речь идет, по сути, о торге за несколько квадратных километров территории, туда или обратно. Стоит ли это сотен тысяч новых жизней молодых людей, русских и украинцев? Стоит ли это еще месяцев или даже лет высоких цен на энергию и экономического разрушения? Мы считаем, что ответ очевидно – нет. Но, как говорится, нужны двое, чтобы танцевать танго. Конечно, нужны двое, и второго надо беречь. С моментом ударов по иранскому руководству многие задаются вопросом: так а почему не бьют по руководству украинскому, раз такие еще хуже, чем Иран? Карась вон даже, это старое видео, но тем не менее, всплыл, говорит: ой, слушайте, а без Зеленского же просто ничего не будет, все развалится и рухнет. Ти загалом сприймаєш оці от спроби бити по Зеленському всередині країни зараз? От уявімо, його доїли, він виходить, каже: я пішов у відставку. Що далі? Біда. Я думаю, ми тоді будемо неспроможні продовжувати війну. Буде тоді зупинка на найгірших умовах миру, якщо президент йде у відставку. Просто тому, що Верховний Головнокомандувач. Ще чихать, який може. Чихать, кто там президент, но если он уйдет в отставку, если его не станет, если его там что-то произойдет, все, будет очень плохо. Надо беречь Зеленского. Берегите Зеленского. Залужного можно не беречь, его британцы сберегут. Тот тоже недавно вычутил просто какую-то интереснейшую вещь и говорит: слушайте, да все уже, современный мир, он другой. Вот вы постоянно говорите: ядерная страна там не может проиграть без ядерной. Какой-то бред. Все, это вообще, это ядерное оружие, это фиговый листок, за которым все прикрываются. Вот эти ядерные страны, на самом деле их можно бить, их можно побеждать. Прежде всего, как обстоят дела с ядерным оружием? По моему скромному мнению, и я понимаю, что меня за это раскритикуют, сегодня это сверхмощное оружие похоже на фиговый листок на теле Атласа. Оно маскирует истинные возможности того, кто им обладает. Оно лишь говорит о том, что за ним что-то должно быть, но не раскрывает настоящих возможностей. Это прежде всего оружие самоуничтожения, а не средство сдерживания. Посмотрите, например, на парижский BP, который стал заложником экономического и политического давления. Вы понимаете, это все как-то вуаль. Это вуаль женщины. Ядерное оружие за ним. Или там макияж. Стираешь макияж, а там вот истинное положение лица или вещей, что должно там быть. То есть все. Ядерное оружие не аргумент. Мне кажется, что наши старожилы политической флоры и фауны, они уже тоже прочувствовали, что как-то мир поменялся. То есть ядерного оружия никто не боится. То есть никто ничего не боится. А что ты можешь? А поди попробуй. А что там есть у тебя, кроме ядерного статуса? А ну-ка давай заглянем туда. Туда дальше. И это ведет мир к губительной просто истории. И наши старожилы, животные политические, они прям чувствуют шкурой, уже прям с языка вилітають матюки. Нам пропонують порушити 46 статтю Конституції і ввести новий показник – базовий дохід. Базовый дохід. Классика новая, это Тимошенко, а это сегодня тоже, вчера там расходится классика от Порошенко. Фектін, Чекін, Єбакін і інші непотреби популістські. Вот. То есть они уже видят, они уже не успевают. Они уже не успевают за трендами. Хорошо, что Залужный успевает. Молодой политик, подающий надежды, перспективный лидер. Вот он успевает. Он, представляете, к чему пришел? Он вообще пришел к тому, что, да елки-палки, ядерное оружие теперь уже не аргумент. Представляете? А что аргумент? А аргумент – мясо. Мясо становится аргументом. Но это мясо надо как-то грамотно разделывать. Надо собирать одних мясников, других мясников. Теперь, оказывается, предлагается и обсуждается вот этим гениальным решением Федорова, о котором говорила Арахамия, о котором сейчас все обсуждают, депутаты потихоньку это начинают сливать. Это просто смена вывесок в ТЦК.
Я там бачив якісь зміни, це там зміни намагаються розділити деякі функції в ТЦК, там соціальну функцію і функцію призиву, розмістити їх в інших будівлях і назвати їх чи офіс призиву, чи офіс комплектування. Ну, офіс, буде слово офіс, яке в слові офіс президента, офіс генерального прокурора. А Е будет? Вот это вот Е бачок, Е баллы, офис, офис призыва. Разделить. Так і тут буде офіс. Чи це щось змінить? Ну, це вже питання до людей, хай самі подумають, чи щось це змінить. Ну так ты скажи, ты ж депутат с оборонного комитета. Изменит что-то или не изменит? Но систему надо менять. Он, Гончаренко уже язык стер об этом лопотать. То що, в чому сенс цієї системи? Що вона просто знищує життя людей? Що вона просто залякала людей до такого ступеня, що є тисячі людей, які не виходять з своїх квартир місяцями, а деякі роками? Вони випадають з економічного життя, взагалі з будь-якого життя. Дічають в цих квартирах. Ну, інакше це назвати неможливо, але людина не може бути постійно. Це як у в'язниці, у нас величезна кількість людей сидить. Що за система створена в Україні? У нас же просто людина ненависницька. Представляете? Говорит, человеконенавистническая система создана. Надо ее менять. А когда будет офис призыва, и офис там, не знаю, помощи ветеранам, а это другой офис. Давайте разобьем на маленькие офисы, а потом как бы опять все соберем воедино. Как реформа министерств, так у этой зеленой власти постоянно и происходит. То, что эта система человеконенавистническая, это 100%. А те, кто вот, ну, условно, те, кто не сидит дома, те уже понимают, что приходится отбиваться. Вот случай Киевская область. Зброю заховай! Заховай зброю! Стали, я тобі сказав. Я говорю, зброю заховай! То есть, значит, тот направляет на него пистолет. Он кричит, спрячь оружие. Оружие прячь, что ты делаешь? На землю. Ну, тут ему показывает неприличный жест в морду. Говорит, нет, на землю ложиться не буду. Да отвалите от его, оп! Все как-то переживают, а что такое, что они такие нерезкие. Обычно там везде, куда ни посмотришь, куча видео, все такие резкие. Вот почему они такие резкие. Потому что у мужика предмет похож на отвертку, которую он держит в боевом применении и отходит от них. Не бьет их, а отходит, а у тех пистолет. У этого пистолет, у этого отвертка. Вот такая вот мобилизация. Иногда, конечно, вместо отвертки бывает и крест. Винницкая епархия Украинской Православной Церкви сообщила, что сегодня клирик Винницкой епархии, архимандрит Филарет, задержан представителями ТЦК. Вчера вечером ТЦКшники задержали клирика Винницкой епархии. В епархии заявляют, что военно-учетные документы у него в порядке, а военные предложили ему проехать в ТЦК для оформления отсрочки. А по факту он там провел ночь, продолжает там находиться, непонятно, как его туда забирать, не отдают. Но он же не будет крестом их лупить. Это ж не отвертка все-таки. Они бесятся и просто у них уже просто сито, просто гребут, выгребают, схребут по дну. Мукачева прозрела. 25 лет не исполнилось, а он уже избит, уложен мордой в землю. Хорошо, хоть люди рядом были. Доблесні, блядь, не воюють. Красавчики. Чого ти тікаєш? Красавчики, бо бояться вас. Чего ты текаешь, говорит? Чего ты убегаешь? Боится вас. Конечно, боятся. Що ви витворяєте? Бояться. 2004 рік. Телефон отдайте, краще. Я вас викрадаю. Мукачівську, зараз у Фейсбуку ви будете красавці. Я не брав телефон. От цей красавець, блядь, взяв телефон. То есть они у него телефон забрали еще у этого хлопца. Телефон. Яка разниця, чого не на фронті? Чого форму удів і не на фронті? Телефон отдали дитині. Крадачі, злодії, ТЦК, Мукачево. Да. Людоловы, воры, злодеи
ТЦК Мукачева. Все увидели. Повалили, скрутили, забрали телефон. Ну, сразу протокол такой, чтобы никуда не смог позвонить. Потом выясняют, что ему 24. Ой, ошибочка вышла. Ну, понятно, что для этих бабушек это ребенок. Вообще, надо детей, так сказать, тоже уже привлекать. Но они должны быть стерильны и чисты. Сейчас во всей Европе, ровно по этому же поводу, потому что они должны быть стерильны и чисты, ряд стран, вы уже, наверное, видели в новостях, отменяют доступ детям в соцсети. Ну, мол, дети, соцсети, это так плохо. Наши тоже не отстают, депутаты. Весь світ активно реагує на ті загрози, які цифрове середовище несе для наших дітей. Австрія, Іспанія, Франція, Малайзія, Бразилія – це тільки початок величезного переліку країн у світі, які або вже запровадили обмеження користування дітьми соціальними мережами, або вже активно розробляють на рівні парламентів цих країн. Тут так интересно сказала, использование детьми социальными сетями. Детей используют социальные сети, судя по всему, да, а не наоборот. Это депутатка Гришина. Говорит, надо запретить детям доступ в соцсети. Україна не може стояти осторонь цього питання, коли я замовила дослідження з цього За свои деньги заказала дослідження? Исследования за свои деньги? приводу в дослідницькій службі Верховної Ради України, які Нет, за бюджетные. Верховная Рада Украины. підготували для нас оглядове досьє щодо захисту прав неповнолітніх в цифровому середовищі, і результати цього дослідження вражають. Я хочу поділитися з вами декількома цифрами. Уявіть собі, що в Україні кожен четвертий підліток проводить онлайн 7 і більше годин на день. Каждый четвертый подросток проводит онлайн 7 и больше часов в день. Представляете? 4 із 5 дітей мають акаунти в Телеграм і Тікток. 4 из 5 ТикТок аккаунты имеют и Телеграм. 4 из 5 детей. Как так? При цьому кожна третя українська дитина стикається з небезпечними ситуаціями. І найтривожніше в цьому переліку, що 60% з цих дітей нікому про це не розповідають. Конечно, а кому тут расскажешь? Сообщения пишут, наверное. Окрім цього, за 3 роки кількість злочинів проти національної безпеки за участі неповнолітніх зросла у 43 рази. І 22% завербованих Росією – це наші з вами діти, колеги. 22 человека из процента людей, из тех, кого завербовала Россия, это дети. Надо ограничивать. Надо детей спасать. Выехать нельзя. Людоловы с пистолетами, им все уже грозятся разрешить стрелять. Они имеют право стрелять. Детям запретить соцсети. Пускай запретить. Пускай смотрят фильмы, пускай смотрят. И то лучше украинские. А лучше марафон пускай смотрят. Там расскажут, что Украина опять победила. Теперь уже Иран. То Россию победили, теперь Иран победили. Помните вот это анекдоты про КНДР, что был чемпионат мира по футболу, и КНДР победила, Кубок мира выиграла. То есть мы превращаемся в это КНДР. Открыто, откровенно. Стоит с надрывом в голосе, говорит, детям запретить соцсети, все. То есть аргументация не психологическая, не экспертная с точки зрения, не знаю, воспитания детей, с точки зрения врачей-педиатров. Нет. Аргументация вот какая. Потому что из этих детей надо вырастить новых воинов. Новых надо вырастить, и пускай себе растут. Это видео, собственно, которое вы можете наблюдать, это расследование. 2 недели эксплуатировали 11-летнего сына и 5-летнюю дочь женщины на Закарпатье за $1000. Она продала своих детей за $1000, чтобы эти дети ходили и побирались. Значит, эту мать задержали после того, как она получила свои деньги. Подозрение ей, дети в больнице, медики наблюдают. И, собственно, приговорили ее, сдала в аренду за $1000 детей. Сама находила покупателей через знакомых.
и продавала. А нужен вот 5-летняя девочка, плачет хорошо. В другой регион увозили этих детей, там они плакали, побирались, выручку, получается, отдавали, отбивали эти $1000. Ну вот как-то так. Вот это детство. И тут возникает вопрос, лично у меня. А может лучше в соцсетях сидят? Общаются там, кто музыку слушают. Есть куча разных приспособ для того, чтобы дети куда не надо не залезли, чем вот с такими родителями. Вот такой вот заработок. Насчет детей сегодня была еще вот такая новость. Я, если честно, немножко обалдел. Значит, Европа к 30-му году обгонит по количеству рожденных Китай. Ну, я так понимаю, это вместе с Турцией, да, считается. Турция прирост населения, везде нет. Но это именно рожденных. Мигрантов куча, они там плодятся. То есть там детей нормально и много, и все хорошо. А с украинцами что? А в Украине много родившихся детей? Нет, я приводил вам эту статистику, она ужасна. Вот другая сегодняшняя статистика. Оценка личной готовности защищать самых близких родных, встать. То есть формулировка вопроса, это же очень интересно. Как бы стать в ряды сил обороны Украины. Ну и вот такой результат. 40-42% украинцев категорически не готовы вступать в вооруженные силы Украины, если война затянется еще на несколько лет. Соцопрос провели слово и дело. Только каждый 5-й мужчина, или как гражданин, тут не мужчина, а гражданин, это 16-18%, готов вступить в ряды вооруженных сил Украины и воевать в течение длительного времени. Все остальные не готовы, навоевались уже. А почему не хотят воевать? Потому что жить хотят. Не под руководством каких-то, прости господи, очень альтернативно одаренных командиров. Но Корчинский говорит, не надо корчить, надо идти служить, бороться, потому что солдат на передовой, он должен подчиняться командиру. Тому що коли йому командир по рації каже «вийди і стріляй», він повинен вийти і стріляти. Інакше до нього просто зайдуть в нору і його там уб'ють як собаку. Коли йому скаже командир «зміни позицію», він має змінити позицію. Наскільки б втомленим він не був, він не повинен думати, він повинен змінити позицію. Так він швидше виживе, ніж в протилежному випадку. Коли солдат виконує накази, статистично він більше виживає, ніж коли він не виконує. Від страху вмирає більше солдатів, ніж від мужності. Ось що потрібно знати. І недисциплінована армія несе більше втрати, ніж дисциплінована і слухняна армія. Так завжди було, так завжди є і так завжди буде. І тому нам потрібні штурмові війська, нам потрібна скеля, нам потрібні командири, які за відсутності державної системи покарання за невиконані накази все-таки вміють змусити військовослужбовця виконувати свій обов'язок. Представляете? Нет законодательных у них рычагов, но они умеют заставить человека выполнять служебные обязанности. А статистику чего по СЗЧ закрыли? Какой там процент? Корчинский. Ну, что-то закрыли. А ну и эту статистику, правда? Нет, ну, конечно, умеют исполнять приказы. Конечно, есть очень много успехов. Успехов много. Вот об одном успехе сегодня сообщили. О том, что добили славянина бойцы ГУР, ликвидировали последний железнодорожный паром в Керчи. Отработали ночь с 5 на 6. И славянин этот отыгрывал важную роль для российских войск. Он обеспечивал военных в Крыму ГСМ, вооружением, военной техникой, боеприпасами. Перемога же. Перемога. А в ответ? Ну вот, например, так лупили вчера
по Херсону. Город с высоты птичьего полета. Это ускорка достаточно крупная, потому что, ну, большая, потому что, чтобы как бы не затягивать видео, чтобы понимать примерно частоту ударов и масштаб поражения. Херсон, который прикрыли со всех сторон. Херсон, над которым купол, где FPV-шками, кабами, где дроны, как у себя дома. Но там же купол, там все в порядке. Ну, тупо отрабатывают местность. Ближе, дальше. Конкретно увидели цель и влупили. В Никополе же. Ужасная ситуация произошла. Я рассказывал у себя в телеграм-канале о том, что там сбрасывали листовки, в общем, не ходите, не выходите, никуда не ездите, не перемещайтесь. И вот вчера несколько трупов, и, в общем, ударил дрон по маршрутному такси, по маршрутке. Так вот, сегодня жители Никополя обратились к главкому ВСУ Сырскому с призывом усилить оборону, сделать что-то. Мы, община Никополя, живем под обстрелами с лета 22-го, не день, не неделю, а годами. Это не сложная ситуация, это системное уничтожение города и жителей, ежедневно взрывы, дроны над головами, раненые, погибшие. Мы требуем немедленного усиления ПВО в Никополе, Никопольском районе, реальной защиты от дронов, конкретики действий для уменьшения потерь, а не словоблудия. Ну, как бы требуют люди, пытаются бороться. Но какой Никополь? После вот этих всех потужных ударов, которые Зеленский сегодня пообещал продолжить, ибо почему продолжить? Ну, цены же, видите, котировки на нефть упали, значит, можно продолжить лупить. Почему нет? Значит, удары сегодня были в порту Измаила. Я так понимаю, это на другом берегу, смотрят через речку, через Дунай, с румынской стороны. То есть из защиты, все слышат, какая защита. Ни тебе дронов-перехватчиков, ничего. Из защиты только автоматные очереди с пулеметами пытаются каким-то образом их, ну, так сказать, подцепить, сбить с курса. Значит, удар по порту Одесской области. Значит, гражданское судно это атаковали Измаила. По данным источников Думской, видео, которое прилагается, значит, на борту находилось топливо. Вот тот объем дизеля, о котором договорился Зеленский, когда ездил на Ближнем Востоке. В администрации морских портов Украины сообщили, что под удар попала портовая инфраструктура и еще одно судно. Утром атака повторилась, пожары были, оперативно ликвидировали пожары. По словам экспертов, подобные удары носят системный характер, направлен на подрыв логистики поставок, указывают на уязвимость портовой отрасли. Оккупанты бьют по нашим дунайским портам, говорит Алексей Сухой, эксперт, и танкерному флоту в попытке затруднить импорт нефтепродуктов. Это терроризм в чистом виде. Стоит отметить, что наши морские дроны атакуют только танкеры, перевозящие сырую нефть, деньги от продажи которой идут на продолжение войны. Эти танкеры уже находятся под санкциями США и многих европейских стран, поэтому наши удары вполне оправданы. То есть Россия бьет, значит, по дизелю, по горючке, по бензину. Это все взрывается. Это нельзя. А Украина бьет по сырой нефти. Ну как, полуфабрикат вот это вот гоняет, их нужно переработать, там еще все остальное. Ну, плюс еще там же санкции США. Так, на секундочку. Поэтому нам можно. Вот такая логика.
То есть это эксперт, сухой. Как говорится, сухо, понятно, на понятном языке. Вообще очень много странностей в войне. Во-первых, главная странность — это вот такие персонажи, как, ну вот, например, Вакарчук, национальная легенда. Он выступил для энергетиков ДТЭК на одной из разрушенных ТЭЦ. Представляете? Собрали энергетиков, они тут зашли в цех, все разрушено, тот взял гитару и заспевав. То есть вот это не беда, это не горе, это не ущерб, это не надо ремонтировать, там надо устроить концертную площадку для Вакарчука. Пускай поет. Пускай поет, и все будет хорошо. І все буде добре у кожного з нас. И все будет отлично. Вот такая вот война. Причем возникают у многих вопросы. Вы знаете, что в России много критикуют, там, у них там есть Z-сообщество, которое критикуют положение дел. Украинские есть, которые критикуют. Но украинских, кстати, меньше критики. Зеленского так вообще. Как же, война? Мы же не можем. Вы что? Больше критикуют как раз-таки действия военных. Ну, у нас разве что Безугла есть, спасибо ей большое. То, что она, конечно, военкор еще тот, но тем не менее. То есть, получается очень тяжелая история. И там недовольны, как идет война. Значит, надо обратиться к кому-то третьему. Давайте попробуем. Значит, вот один из радиоэфиров. Дискуссия. Замначальника факультета Генштаба Беларуси, полковника действующего Андрея Богоделя и военно-политического эксперта, полковника в отставке Александра Тихонского. Значит, эти два человека встретились, и они обсуждали СВО. Что с ней не так? Вопрос от нашего слушателя. 4 года войны России. Стала Россия ближе к победе или к мировой войне? Давайте я скажу так. Специальная военная операция ничего общего не имеет с современной войной. Это действующий подполковник, как вы понимаете, белорусский, сразу рубит с плеча. Специальная военная операция не имеет ничего общего с современной войной. Значит, прежде всего нужно отметить, что существует две стратегии. Две стратегии, которые глобально могут показать, какое направление будет избрано в ходе вооруженного противостояния. С одной стороны, это блицкриг, это стратегия сокрушения, с другой стороны, это стратегия измора. Соответственно, если мы конкретно вспомним, как начиналась специальная военная операция, во что она потом трансформировалась, то есть, если мы говорим про отвод войска из-под Киева, потом эти Ирпени, Бучи и все остальное, что происходило, жесты доброй воли и прочее, 5-е, 10-е, то тут мы аргументированно можем констатировать тот факт, что, в принципе, в тот момент, когда вопрос стоял о быстром прекращении войны и отказе принять эти условия, прежде всего, не Киева, не Украины, а отказа принять коллективного Запада в лице Бориса Джонсона, свидетельствовало о том, что пришлось кардинально поменять именно условия ведения войны и целевые установки для достижения целевых политических установок. И давайте скажем так, когда начиналась специальная военная операция, она начиналась как следствие от непринятия, прежде всего, таких условий, которые были предъявлены Западу, отдельно Соединенным Штатам, отдельно Североатлантическому альянсу, который сегодня называется меморандум Рябкова или ультиматум Путина. Вот. Соответственно, для того, чтобы вынудить все-таки эти страны Запада принять эти условия, Российская Федерация перешла от стратегии сокрушения к стратегии измора. После чего она на сегодняшний день, если вы мне это не верите, то просто ответьте на один вопрос, почему Россия сегодня, например, не использует свое превосходство в мобилизационных ресурсах. Вот аргумент. То есть у России есть превосходство в мобилизационных ресурсах. Россия его не использует. Соответственно, история сокрушить Украину, она не работает. И сразу все становится на свои места, потому что вопрос стоит об истощении противоположной стороны с целью того, чтобы именно принудить ее
принять условия Российской Федерации. Никакого вопроса о захвате или никаких задач о захвате Украины не стоит. Да, о возвращении в свое цивилизационное пространство, вне всякого сомнения, вопрос стоит, но о том, чтобы ликвидировать Украину как государство, такой вопрос никогда не стоял и, я думаю, стоять не будет. Американцы сегодня вышли из этого конфликта, ну, теоретически вышли, а на практике они продолжают вести эту самую прокси-войну против Российской Федерации. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет продолжаться еще достаточно долгое время. Возможны какие-то этапы заморозки, но пока не будут разрешены ключевые противоречия между Западом и Востоком, между Россией и НАТО, и внутриукраинский вопрос, в том числе территориальный, ну, это касается 4 областей, ни об каком окончании, конечно же, вооруженного конфликта не может идти речи и близко. Да, не могу согласиться. Ну, тут интересно, вступает этот эксперт, который в отставке, полковник, его резануло. Как это СВО не имеет ничего общего с современной войной? Что такое? Что случилось? Ты что там, как бы, кандидат военных наук, полковник? Ты чего? Давай как-то немножко... Ты что такое говорить? Конечно, особенно с посылом о том, что специальная военная операция не имеет ничего общего с войной. Ну, во-первых, специальная военная операция — это сама есть военное действие. Я могу согласиться только на оперативно-стратегическом уровне, да, а в плане применимости войск, особенно уровня взвод, рота, батальон, это абсолютно как раз новые методы, и это так и будет. Вопрос нанесения основных ударов, главных, то есть оперативно-стратегического в плане применимости войск в больших массивах, да, здесь можно согласиться, но не только не на низшего уровня войны, особенно применимости новых методов и средств. Я просто процитировал ничего лишнего слова Владимира Владимировича Путина, который именно так охарактеризовал специальную военную операцию. Вот, а в принципе я соглашусь только с тем, что да, на тактическом уровне, безусловно, минимальном это происходит, но изъят самый главный уровень, оперативный. Операции не проводятся. Соответственно, тактика не может перерасти выполнение своих задач с оперативно на тактический уровень, а следовательно, оперативно не перейдет на стратегический. Следовательно, данная война на самом деле, и Владимир Владимирович Путин ничего общего не имеет с современной войной. Вот такой вот вывод. Ну вот эксперт и человек военный. Научный человек. Напишите в комментариях, как вам кажется, имеет или не имеет с современной войной что-то общее СВО. Ну а по поводу истощения тут как бы секрет Полишинеля. У нас тут есть агентство по инфраструктуре, и там есть такой Сухомлин. Он недавно рассказал, что есть некая подстанция, которая прям подстанция Рэмбо, подстанция Железный человек. Підстанція рекордсмен, 60 прямих влучань дрона в захист. 60 прямых попаданий в защиту этой подстанции. Прямих влучань. На другому місці там 43. Але ця інформація це була десь 2 чи 3 тижні назад. За той час, я думаю, там ще поприлітало. А у нас на одній з підстанцій по другому рівню захисту, те, що ми кажемо про дрони, от декілька тижнів назад було пряме влучання ракети. І вона витримала, вона стоїть. Вона стоїть і витримала, і трансформатор живий, працює. То есть, может, подстанция, конечно, не выдержать, но трансформатор жив, сердце, так сказать, бьется подстанция. Представляете? Не только назламные и потужные украинцы, а еще и трансформаторы украинские. Поэтому попробуй-то истощи этой несовременной войной, а войной на измор Украину. Видите, какие мощные трансформаторы. Но это, наверное, по документам или по статистике. Причем самое интересное, что эту потужность все больше и больше требуют оплачивать украинцев, вводя разные налоги, вводя разные сборы, продлевая их и так далее, и так далее, и так далее. Этот же Сухомлин рассказывает нам очень интересную вещь. Говорит, слушайте, ну, несправедливо как-то. Вот едет фура, например, из Украины, куда-то везет что-то в Европу на экспорт. Вот по нашей территории едет вообще свободно, заезжает в Европу, и там надо 200 баксов, чтобы разгрузиться, потому що там платні дороги. Ніде там в Європі, майже там за виключенням там деяких країн, нема безкоштовних доріг. Інструменти абсолютно різні, як займається плата, в когось там віньєтка, в когось там інше, в когось просто податок окремий там раз на рік в Італії, це шлагбауми через кожні там 50-100 кілометрів, коли там платиш за пресування ціни дорог. Абсолютно різні. Тому коли там українська фура їде там по Австрії чи по Німеччині, вона сплачує в середньому за одну поїздку 200 євро за дорогу. У нас це безкоштовно. Ну, умовно безкоштовно, бо люди все одно акциз на паливо є, але сьогодні ці кошти не йдуть на фінансування. Тому я думаю, питання часу, коли ми будемо вимушені переходити, в тому числі на платні дороги. Будем вынуждены на платные дороги переходить. А чего? Платные дороги в воюющей стране, нормальная история. Вообще за этими
платными дорогами будущее. Украинцы просто народ такой, очень тяжело им переходить. Налоги платить, вот это буянят, бунтуют. Исполняющая обязанности налоговой украинской есть такая Леся Карнаух. Выходит, розказ смішить всіх вокруг в аудиторії по этому поводу. Жодне підвищення український громадянин не погодиться. І це, дивіться, я завжди, от коли там зустрічі з платниками проводжу, і завжди привожу приклад з приводу того, що ніколи не було такої повної любові між тими, хто збирає податки, і тими, хто платить. І давайте повернемося до світового фольклору і до українських народних казок, і згадаємо, коли на 3 копійки підняли податки, обдирають і обдирають селяни, різні така історія. Це Ха-ха-ха, смотрите, как им смешно. Смотрите, а это кто-то Радуцкий, да, ой, ничего себе, все очень уважаемые люди, смотрите. Давайте вспомним фольклор. На 3 копейки подняли налоги. Ах, обдирают селян. Ох уж эти українці. Українці не такі. Історично закладений конфлікт, і так було завжди і є. Тому моя точка зору суб'єктивна зараз, не як представника податкової, що не буде такого податку і підвищення, яке сподобається громадянину, і все. Пані Олю, ви знаєте, ми багато на цю тему дискутуємо. Я є прихильником того, щоб не йшла мова про підвищення, я завжди про оптимізацію. Я про те, щоб про диверсифікацію і оптимізацію. Тому я є прихильником збалансованої моделі з розширення бази оподаткування. Якщо надо просто больше налогов. Ну, надо оптимизировать все. Больше, пускай будут копеечные, но много, чем какие-то большие, но по каким-то понятным вещам. Поэтому везде налоги, вы понимаете? То есть это вот такое отношение. Сегодня был выпуск, если не видели, посмотрите, пожалуйста, со Спартаком Субботой. Он говорит, ребята и украинцы, если бы вы знали, как эти люди там, вот этих в верхушках отзываются об украинцах, о вас, вы бы не то, что там не воевали, вы просто, вы взяли б вилы и сбросили б их. Украинчики какие-то. 3 копейки подняли налоги, они все обдираются, это менталитет этот дурацкий. Поэтому диверсификация должна быть. Воспитывать, конечно, надо украинцев, воспитывать. Но тоже какие-то странные товарищи. Значит, на пасхальные корзинки они ничего. То есть, смотрите, в магазинах, это же пасхальные корзинки, это же там дорогие машины, пасхальные корзинки, продукты, тут ничего ж не делаешь, надо платить, а налоги платить не надо. Почему там повышаются, а тут не повышаются? Странные какие-то украинцы. Вот на телеканале одном киевском выходит обзор, сколько стоит пасхальная корзина. А якщо у вас є більше коштів, для вас приготували цілі великодні корзини. Розмір М 7145 гривень. Размер М, то есть, смотрите, у них как в одежде. М, С, Л, XL. Вот, пожалуйста, 6 тысяч. Точнее, 7 тысяч, да? Є трішки дешевше. Ось ця корзина розміру S коштує 6620. Тут, я так розумію, у нас і шоколадні яйця, і паста, і вино є, і всілякі солодощі, і чай навіть є. Тут якісь є органічні джеми різного виду, різного смаку. Добре. Оце вже з консервації, це вже супер. 14280. Тут є оливки, тут ще якісь перчики. 14280. Смотрите, какая классная корзинка. И перчики, и оливки. Все по-православному. Пасочку положили. Винишко есть. Тут ще якась оливкова олія. І я так розумію, що тут декілька? Ні, тут одна пляшка вина. Расстроился. За такие деньги он думал, что несколько бутылок вина, а там одна. І багато цукерок. Непогано, дуже непогано. Ось так вони виглядають. І що ще приємніше, тут, коли ви обираєте, який розмір вам потрібно, що саме вам потрібно, тут ще ось так от пташки співають. Не знаю, чутно чи не чутно. Ой, хорошо хоть не свистят, а то денег не будет. Надо, чтобы ходил, свистел кто-то, насвистывал что-то с такими ценами на корзинке. Але прикольно, дуже прикольно. 9196. Подивіться, як красиво. Тут і палички апельсинні, і різного роду. У нас також є консервація з оливками і таке інше. Як вам цінники? Що сподобалось? Який би розмір корзини взяли? Какой бы вы взяли размер корзины? Ну вот какой? Смотрите, есть 7, есть 9, 14. Показал все корзины. Нормальные цены, чего? Взял корзинку и пошел в храм ПЦУшный, посвятил. Там вообще и в ПЦУшном храме очереди нет. И вообще чувствуешь, как у тебя вип-пасха с дорогущим. Если бери, давай. И вот все, отпразднуешь по-человечески. Какую бы вы взяли корзинку? Подороже, подешевле. Воюющая страна. Нормально. Красивые корзинки, нормально стоят.
Шелест, что ты говоришь, они там каждый элемент, вот это не собрали в набор, наоборот, чтобы дешевле где-то продать. Ну, конечно, дешевле. Все же могут пойти в Украине, пойти и купить себе за 14 тысяч гривен, или там 6, или 9. Нормальный такой набор пасхальный. Корзиночку взять. И с корзиночкой еще. Кажется, что к народу ближе вот этот товарищ, который в Лавре голубцы крутил. Он всем показал, что отходы тоже съедобны. Вот вам, чем не пасхальная еда украинская. Срезанные свиные пятаки в духовке. Все, Клопотенко, друг Елены Скумбрии-Зеленской. Вот на что будут рассчитывать украинцы, а не на вот эти вещи. Вот на что. Вообще, конечно, с точки зрения экономики Украины, вот все-таки давайте немножко подумаем о том, куда мы катимся и откуда мы катимся. Сейчас есть очень много разного рода экспертов, которые там нам так или иначе говорят о том, что вот мы, собственно, жили хорошо, а сейчас плохо, а почему так? Кто-то связывает это там с Януковичем, кто-то связывает с Азаровым, кто-то связывает с попередниками, позапрошлыми властями. Есть другой взгляд на все происходящее. Есть мнение, что тот период, когда плюс-минус хорошо жила Украина, и могли себе, правда, позволить там много и нормально Пасху справить. Я, кстати, замечаю, что сейчас в последнее время в соцсетях очень многие люди делятся, ну там по ТикТокам, по всяким, делятся видеообращением Януковича на Пасху. Януковича, Виктора Федоровича. И там такое красивое обращение, он всех витает с Великоднем, там, ну, прям речь такая. Интересно, вот как поздравить Зеленский, правда? Так вот, есть мнение экономическое, что этот успех, он был случайностью и совпадением с шансом, ну, просто каким-то несусветным. Почему? Вот раскладывает экономист, блогер. Украина больше никогда не будет процветать как раньше. И дело вообще не в войне. Если в 1999 году ВВП Украины был 32 миллиарда, то уже в 2008 181 миллиард. Рост в 5,5 раза за 8 лет. Люди покупали машины, строили дома, брали кредиты и думали, что вот началась нормальная жизнь, и дальше будет только лучше. Но этот рост был скорее случайный, а не потому, что правительство Украины делало какие-то осознанные шаги и решения для того, чтобы страна развивалась. Сработало одновременно 5 механизмов, и такое в развитии страны бывает один раз в истории. Первый был сырьевой суперцикл. В то время строился активно Китай, цены на сталь выросли, на железную руду, удобрения летели в космос. А Украина как раз этим славилась, что у нас этого много. Второй, это украинский металл, он стал дешевле китайского и турецкого. Более того, одновременно случился дикий спрос на экспорт и девальвация гривны. Правительство обесценило гривну в 4 раза, заводы платят зарплату в гривнах, покупают уголь в гривнах, производят металл, который продавали за доллары в огромном объеме. Третий, это вообще простаивающие заводы, потому что после развала СССР осталась огромная просто промышленность. В 2000-х ее начали включать, можно было просто без каких-либо новых там инвестиций, огромных технологий, просто нажать на кнопку, посадить людей и погнали. Четвертый, это теневая экономика. В 1998 году 57% украинской экономики было в тени. В 2000-е люди начали просто выходить из тени и платить налоги в государство. То есть, по сути, это не было ростом огромного ВВП. Экономика не выросла, ее просто начали считать. Ну и пятый, это как бы чужие деньги. Металл купил Криворожсталь за 4,8 миллиарда долларов, Райфайзен купил Банк Аваль за $1 миллиард, западный венчурный капитал стал приходить в украинское IT и вообще заливать Украину деньгами. Ну, миллиарды тогда ценились по-другому. То есть многие сейчас говорят, ну, смотрите, высыпали сколько миллиардов, 90 миллиардов на 2 года. Ну, во-первых, потому что война, а во-вторых, потому что это совсем другие миллиарды по стоимости в том же долларе. Сегодня прошла новость, что доллар рекордно низко упал. Именно сегодня, да, ну, вообще, то есть и его резервная составляющая, и в принципе, да, ну, Трамп, в принципе, не обещал высокий доллар никому, но это так, для сравнения. Почему так?
Эти 5 механизмов сработали одновременно. Теперь давай посмотрим, что из них происходит сегодня. Девальвация гривны, она уже случилась. Второй раз обвалить гривну куда? То есть это просто уничтожит покупательскую способность людей. Для экспорта эффект будет минимальный, а население и так уже нищее. Сырьевой суперцикл, он закончился в 2008 году, а нового нет. Простаивающие заводы, часть из них физически уничтожена, часть осталась, но заводы устарели морально лет так на 30. Чтобы их запустить, нужны огромные инвестиции, а денег нет. Теневая экономика продолжает развиваться, она развивается огромными темпами, все сидят на ФОПах, все скрывают налоги, все это делают, потому что государство постоянно поднимает ставки, при этом ничего не давая взамен. Иностранный капитал не заходит, потому что страна уже объявляла дефолт, страна отказывается выплачивать свои обязательства, страна вводит санкции против собственного народа, повязла в коррупции, и вся инфраструктура разрушена. То есть даже если бы войны не было, Украина все равно бы особо не процветала. Потому что вся система управления построена на дешевом рабском труде. Если в 91 году население Украины было 52 миллиона человек, в 2014 уже было 45 миллионов. Сегодня на подконтрольной территории Украины, ну дай бог, 25 миллионов. Более того, рождаемость упала на уровень один из худших просто в мире. Большинство беженцев, которые уехало, оно не вернется. Понимаешь, индустриальная экономика, как металл, химия, построена вокруг дешевого труда. А нет людей, и значит и развития как бы нет. Все очень просто. Процветание, которое у нас случилось в 2000-х, это была комбинация из 5 одновременных механизмов, и все 5 на сегодняшний день исчерпаны. Демография делает возможность к возврату вот того, что было, физически невозможным. Поэтому даже когда закончится война, Украина не может развиваться математически без людей. Но... Ну, согласны или нет, напишите в комментариях, прям вот прям очень интересно. Ничего хорошего не будет. Ну, то есть, получается, что ничего хорошего не будет. Так, друзья, что у нас тут в чате трансляции? Спасибо большое за поддержку. Владимир, спасибо за то, что за суперчат, суперстикеры. Несмотря на большую разницу во времени, проживаю в Майами. Стараюсь не пропускать ни одного вашего выпуска. Не останавливайтесь, делайте доброе дело. Спасибо вам большое за поддержку и за добрые слова. Подведем итоги сегодняшнего вопроса. Для кого нынешняя ситуация с недоперемирием опаснее? 13% США, 24% Израиль, 30 Иран и 33 страны залива. И это правда, потому что я полностью с вами согласен, друзья. Да, понятно, что здесь есть совершенно такая не шибко такая вот история, то есть с перевесом большим. Я вот не могу понять одного вот сейчас. Мы вот с вами в прямом эфире, может позже как бы будет, может позже, но, простите, люди добрые, но у нас нет новостей со встречи Трампа и Рютте. Нет. Ну, вот Wall Street Journal только пишет, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск США из тех стран, которые не поддержали Штаты в войне против Ирана. Значит, это типа наказание будет союзников, которые не поддержали кампанию. В общем, недостаточно лояльные. США уходят оттуда с последующим размещением на территории тех государств, которые более четкую, активную поддержку высказали Соединенным Штатам Америки. Ну, пока все. Вот, в принципе, и все. Попросили Венса тоже выйти сказать. Он перед тем, как вылетал из Будапешта, сообщил, что... Ну, Венс, конечно, смягчает. Он говорит, нет, на самом деле не было вот этой истории, что Ливан не трогать по отношению к перемирию. Но мы там дойдем, мы к чему-то придем. Если Иран будет честно себя вести по пунктам, мы тоже будем честно. Короче, Венс пытается это все сгладить и урегулировать. Но, видите, он подтверждает, что не было заявлено четко и однозначно про Ливан. Лжет? Возможно. Но тем не менее. Так, значит, Александр, делать что? Делать кому? В Иране? Ситуация в Иране вообще самая прекрасная, что могло случиться с осознанием... Спасибо, кстати, за поддержку, за этот вопрос на экран. Это самое прекрасное, что могло случиться. Мы смогли увидеть в этом отражении себя. Мы вообще увидели, что такое перемирие. Мы увидели, что такое война. Мы увидели, что такое бить по энергоинфраструктуре. Или не бить. Да? Мы увидели, что такое не пропускать и блокировать проливы. Какие бывают бомбежки, какие бывают уничтожения первых лиц. И мы можем сравнивать.
Поэтому, напитавшись этим сравнением, надо заканчивать. Здесь я имею в виду. Вот надо прям заканчивать. Как заканчивать? Мы видим, кто перепона к завершению. Значит, надо заканчивать с этой перепоной. Ну, как по-другому вам ответить? Вы говорите, делать что? Отметать. Не принимать. Сейчас, понимаете, в 22-23 году мы не могли подумать, никто не мог подумать, что, оказывается, Зеленский может написать и выставить, как он празднует Песах с раввинами, я выставлял у себя в телеграм-канале, а там украинчики, те, которых за людей не считают, ему натыкали полную панамку с прибором. Вы можете себе представить это в 22-23? Нет, конечно. А сейчас это реальность. Переставать поддерживать. Ну и, конечно, как там, отвертки в руки. Даже с пистолетом ТЦКшник, видите, как робко себя ведет, когда у мужика отвертка в руках. Не знаю, заточенная или нет, но, в общем, отвертка, как ни крути. Так, что у нас по вопросикам, друзья? Давайте пробежимся. Значит, перейдем к нашей сегодняшней... вопросы из клуба зрителей, сообщества YouTube, в общем, сообщество. Что у нас здесь? Угу. Так... Александр, почему перестали делать эфиры с Андреем Тележенко? Планируете возобновить? Спасибо за вашу работу. После Пасхи планировали возобновить, поэтому спасибо большое, Нина, за то, что интересуетесь. Вопрос от Петра. Александр, кто в переговорах США с Ираном о перемирии сыграл испорченный телефон по вопросу Ливана и Хезболлы? Сложный вопрос. Достаточно сложно ответить однозначно, потому что давайте честно, очень странные переговоры. Очень странные переговоры. Мы не понимаем, кто был на том конце провода. И мне так кажется, мое такое мнение, что это ведь все обмен был вот такой. То есть это не прямой контакт. То есть американцы пакистанцам, там Кушнер, Уитков, да, ну, Венс тоже подключался, они общались с пакистанцами, пакистанцы общались с Ираном. И, видимо, какой-то сбой произошел на этом уровне. Мне кажется, что... ну, это мое исключительно предположение, исходя из, происхождения на точке Уитков-Кушнер. Потому что они не... они просто умолчали, это как-то так вот это пропустили, может, случайно. Но мне кажется, это из-за них. И поэтому... В общем-то, понимая в Израиле, что Иран все сорвет, начали отчаянно лупить, как в последний раз, по Бейруту. И, судя по всему, мне так кажется, что, в общем-то, Америка в конце концов этот вопрос закроет. Венс дает такой сигнал, что все равно договоримся, в общем, будут ходить суда. Кстати, о судах приходят новости, что, $1 1 баррель, немножко сократили, значит, свои, не то что аппетиты, а блокировку сократили иранцы. Они пропускают там около 10 судов в сутки, так условились. Особый там досмотр танкеров. В общем, возобновляется Ормузский пролив. Потихоньку таки возобновляется. Но под контролем, понятное дело, Ирана. Так, что у нас в клубе зрителей Шелеста, что с колобками. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что поддерживаете, ставите лайки. Саша, привет, 40-45%, которые не готовы воевать. Это информация от кабинета З. В случае, если надо пойти на мир, проверка настроения народа. Да, вполне вероятно. Это такая информация, которую удобно вбросить, удобно ей пользоваться. Исключительно. Исключительно поэтому. Так, тут пишут, Саша, нет звука. У кого нет звука? У меня нет звука. Вроде звук есть, должен быть. Так. Украина страна стариков. Да, стариков и пенсионеров. Когда будет выпуск с Арестовичем? Посмотрим, может, на следующей неделе. На это, видите, не срослось. По каким-то объективным причинам. Перемещений, видимо.
Палестина будет государством Саша или все печально? Ну, смотрите, какая история. Сейчас на самом деле вполне вероятно, что может быть государством Палестина. Каким образом? В случае, такой затяжной войны пойдут на уступки. Опять-таки, тут логика нелинейная, но я думаю, вы меня поймете. Если это будет все очень глубоко и надолго, по войне конкретно, по бомбежкам, по всему, все равно влезут европейцы. Но они влезут туда. Британцы, там эти все контингенты, они будут собирать эту коалицию. Они не лезут, потому что Украина, они, понятное дело, там не понимают, но когда уже нужно будет, четко видно будет, что эту землицу будут разрезать вот так вот на наделы, они будут отхватывать свой кусок. И Макроны, и Шольцы, Мерцы, и все остальные. И вот в этот момент, когда будет коллапс, чтобы это все нарезать и отрезать, в общем-то, возникнет это их требование будет, чтобы там была Палестина. Потому что они как думают? Они думают, что Палестина это будет типа их проект. Их. Израиль Америки, Палестина рядышком от них, и, в общем, такой контроль Средиземноморье, Красное море, вот там, да? То есть, это в процессе долгой войны с Ираном. С Ираном в любом случае придется договариваться, и очень хорошо. Еще раз. Сейчас вы услышите очень много критики, много там пишут в комментариях критики. Вот такое перемирие, вот такое, лучше, чем никакого. И в Украине то же самое, я вам хочу сказать. Вот тоже такое же будет перемирие в Украине. Может, даже еще более неоднозначное, чем в Иране. Но оно лучше, чем никакого. Для меня абсолютно культурный шок. Почему вот там на фоне их противоречий, их вот этого, скажем так, характера войны, их уровня ненависти, там, джихадов, хуцпы, то есть, вы понимаете, на фоне их, и то у них все равно не 1,5 месяца и вышли на перемирие. А тут 4 года и ни дня перемирия. Вот если Путин на прошлую Пасху не объявил бы, а Зеленский потом, помявшись, худо-бедно, там какие-то 2 дня или там сутки какие-то, да, вот это все, вы поняли, там 9 мая, и вот это Пасха, как-то вот это все было очень-очень на тоненькую. 1 раз, 2. За 4 с лишним года войны. Вот это лучше, чем все-таки воевать дальше. Это хоть какой-то толчок, да, к чему-то. Пускай даже там в ложном направлении, пускай ничего не получится, но хотя бы попробовали. Попробуют в следующий раз уже на других условиях получше. На условиях не войны, а перемирия. Так, обогащение урана и снятие санкций. Иран озвучил пункты плана, на которые согласились США. В Вашингтоне ранее назвали приемлемым мирный план Ирана из 10 пунктов. Да, была такая новость. Александр, добрый вечер. Как вы думаете, Нетаньяху будет осужден? Да, конечно. Да, если не смоется в Майами. Так, значит... Шелест, у тебя задача просто наговорить объем слов. Ой, слушайте, добра и света вам. А какая задача вашего сообщения здесь? Тоже? Вместе мы шум. И вы, и я, и всех, кто здесь. Так, Саша, почему, что здесь до последнего? Саша, потому что здесь до последнего. Тут отвечают уже, да? До последнего украинца, да. Перемирие только после освобождения Запорожья и Херсона. Это вам так видится. Вполне вероятно, что может быть и нет. Александр, спасибо. Чатик. Можно договариваться с любым руководством. Вопрос условий и во время договоренностей у кого дуло к виску приставлено, понимаете? Иран не та система, да, которая там поведется. Они готовились 20 с лишним лет к этой войне. Они изучили вдоль и поперек Америку, фонды. Я же вам не просто так сегодня рассказывал. Они майнят крипту. Все говорят, что у них там нефть, они за счет нее живут. Нет, электростанция нужна нахрена? Чтобы майнить крипту, сливать подешевле рынка, а подешевле купят все.
потому что можно подороже продать. Жить на это, строить, развиваться, торговать в обход вот этих... Это же страна десятилетиями под санкциями, понимаете? Десятилетиями. Они понимают, с кем имеют дело, поэтому так себя ведут. Но они, внимание, договариваются. Они договариваются. И там вот эти пункты, которые там жесткие, 10 пунктов Ирана, они подвинутся. Иран подвинется. Частично или полностью, поэтому договариваться можно со всеми. Почему с Зеленским нельзя договариваться? Потому что нужно договариваться с теми, кто за спиной Зеленского стоит. Вот и все. Так, Шумогонь, спасибо большое. Как вы видите сценарий конца войны в Украине? Каково ваше мнение? Там по украинским ТВ говорят, что Украина победила Иран, и я что-то проспал. Нет, серьезно говорят. Смотрите, война Украины может как раз-таки в этой чехарде иранской и закончиться. Опять-таки, вы сейчас скажете, наивный Шелест, ты уже там говорил, что до конца года, там так далее, и так далее. Было окно до конца года, вы это видите. И сейчас есть вот это вот очень серьезное, причем внезапное завершение этой войны. Очень и очень внезапное. Все для этого есть перспективы. Все может срастись. Там, до лета никто... Вот я не отбрасываю эти варианты с дедлайнами. Помните, пресса писала дедлайны там, до лета, вот это вот все летом. Я считаю, что это все возможно. Это правда, я в этом убежден. Я могу ошибаться. Вы можете говорить, нет, это война на десятилетие. Да не будет никакой войны на десятилетие. Нечем и неким воевать. А вам вот этот военнослужащий, между прочим, преподаватель, зам начальника кафедры Беларуси военной рассказал, как классифицируется современная война, как классифицируется война на изнурение. Если изнурение, никто не будет все захватывать, они захватят только то, что надо. Почему они поджимают россияне, что отдайте нам Донбасс, отдайте нам Донбасс? Ровно поэтому. Потому что смогли отдать Донбасс, ну так вы отдавайте и Запорожье, и Херсон. Условно. То есть это очень жестко, но это тоже про переговоры, это тоже про дипломатию. Это тоже про то, что отдайте. Угу. Почему хотят воевать все, кроме военных? Потому что военные на своем горбу это несут. И близких теряют. Друзей, вот этих побратимов, людей, которые с ними воюют. Так. Все, Зеленский победил целый Иран. Можем валить на Майами на покой. Это да. Шелест, в том Донбассе нет ничего. Ты хоть не тупи. В каком Донбассе нет ничего? В Донбассе, оказывается, все есть. Это вы конспирологические выпуски с разбором недр не смотрели. Там как раз, как выясняется, только на Донбассе, ну и чуть-чуть там Кривбассе, Днепропетровском, туда, в бассейне, да, вот туда, в продолжение. Вот только там что-то и есть, понимаете? Только там. Вообще, как бы вы оцените красоту игры. Ничего нет, все разрушено. Строй нормальные шахты, переработку, раскопки, вот это все, скажем так, фильтрацию земли и вперед из песней. Тоже есть такой замысел, и он тоже активно многими продуцируется. Ай. Ну, горько, конечно, от этого, потому что там же вся жизнь, там люди, там смерти. И после того, как любая земля претерпела столько крови, столько лишений, она имеет право на хотя бы светлый какой-то вот проблеск счастливой жизни. Счастливой. И именно хочется, чтобы был покой, умиротворение, развитие, стабильность. Да? Эти слова уже все забыли с этой войной. Пора вспоминать. Это главный мотиватор закончить всю войну. Это главный. Люди, дети и, конечно, старики. Вы представляете? Старики.
получается, что с невыученными уроками прошлых войн столкнулись. Друзья, сегодня среда, Великая среда называют, Страстная среда, да, ну, вот послезавтра, там, уже завтра почти Страстная пятница. Давайте все-таки думать о хорошем. Давайте напишем хороший и добрый комментарий. Давайте, в принципе, быть немножко добрее, смиреннее, чище в помыслах и не сбавляя шум. Спасибо всем большое, что были в прямом эфире. Добра и света. Хорошо пошумели.